Всем привет! Начинаем стрим, день 12. Производство нашего Tower Defense. 12-й день уже. Так. Остановились мы на чем? На чем мы остановились? На нанесении урона, то что у нас спавнятся эти ребята. У нас есть башенки, они стреляют. Башенки, я сказал, стреляют. Пиу-пиу делают. Они же теперь сейчас с учетом резиста, и поэтому он режет их. Там 50% ведь. В общем, суть. Я там кое-что изменил. Кое-что в коде изменил. Сейчас бы вспомнить. Ну избавился от той проблемы, кстати говоря. Где у нас damage компонента? Damage. Во-первых, я убрал здесь массив, в который мы урон записали. Я не понял, зачем я это делал, но он там нафиг не нужен. Он лишний. И так далее и тому подобие. В общем, мы damage делим на количество этого и просто-напросто его сюда применяем, а не массив тот. Соответственно, нам не надо тратить ресурсы на объявление массива, нам не надо тратить на цикл, на заполнение, на потом еще этот. В общем, вот такая вот история. Дальше я подумал, и вот что я придумал. У нас, если возникнут проблемы, то есть действительно там супер часто урон наносится, вот это оно разрастется. Даров, как дела? Здоров, это что такое? Это что такое? Почему он там в одну сторону, здесь в другую сторону? Это как в чате в одну сторону, в шип-чате в другом. Это как? Это как? Что за магнит? Ну я понял, типа Магнус, магниты, я понял. Ну ладно. Магниты. Да я понял. Короче, дела норм. У тебя как дела? Так вот, если возникнут проблемы, так как дальше он-то еще будет разрастаться, там всякие эти... Тут приветствую. Всякие там шансы еще сверху сюда навеситься и прочие расчеты будет увеличиться. Короче, будут... Привет. Будут проблемы. Мы создадим отдельный U-Object, который будет, в общем, наш damage control такой. Он будет рассчитывать. Он единственный будет, а не у каждого компонента. И мы будем отправлять в него урон. Он будет весь урон собирать, то есть, условно, каждый... Думал, ты в пятницу будешь стримить, и я успею доделать свой movement компонент. Так я ж в пятницу стримил. Или в следующую. Следующую еще вроде бы буду, потому что там все еще на стопе. Ну, время есть. Ну, вроде еще как. Смотрим. Так вот, идея какая? Условно, каждые 2 кадра. Ну, точнее, там каждый 1 кадр получится. То есть каждый кадр, чтобы он это делал. Но в итоге каждый 3-й кадр будет возвращаться урон. И все это в потоке делается будет. Почему каждый 3-й... Ну, я думал, что у меня время есть. А в итоге его нет. Беда. Смысл какой? У нас он берет... ну да, каждый 3-й кадр, и следующий он тоже собирается. То есть каждый 3-й кадр, да, будет делаться. Короче, он собрал что-то, весь урон. То есть вот у нас происходит дэмэдж, нанесся, мы записали в массив этот урон. Еще дэмэдж нанесся, мы записали в массив. Пришло время, он берет, идет в поток, то есть делает дубликат этих всего массива, чтобы не трогать его. И очищает его в основном потоке. Потом заходит В принципе, я уже 2 дня его пилю. Думаю, до играбельного состояния еще столько же надо. Ну давай, будем ждать. Ты же поделишься с нами? Потом мы идем в поток, делаем расчеты все и возвращаем все это кому надо. То есть в обратку, в игровой поток возвращаемся. Соответственно, у нас получится так, что урон будет наноситься каждый 3-й кадр, а не в тот же кадр, который он есть. Но таким образом мы разгрузим наш основной поток
этих уронов. Вот, короче, такая вот идея. То есть все в поток вынести, расчеты вот эти вот все. Но это только если это будет проблемой, и это будет занимать огромное количество времени. То есть вот эти вот расчеты. Но можно, кстати, проверить. А ну-ка, подожди, вот это сюда. Можно проверить, сколько занимает вот это вот все. Можно сюда, сюда, сюда. Зачем ладно. тебе мой movement компонент? В нем будет только root motion и гравитация. Подожди, чего? А, свой movement count. Я читаю просто так, внимательно читаю просто. Я думал, ты по проекту, что типа там у тебя уже ходить будет. Так, оп. Мы делаем F10, точнее мы просто делаем continue, смотрим, он занял меньше 1 миллисекунды. И сейчас вот эти вот все расчеты, ну понятно, тут считать почти нечего. Но если уже будет там 10 миллисекунд условных, и там 5 миллисекунд, 5, не, даже 2 миллисекунды это уже много, с учетом того, что их может быть много. Если, короче, будет 2 миллисекунды, там 2, 3, вот так меньше либо равно 3, то мы уже будем думать, сейчас, ну, сейчас это, нет, это не надо нам. Сейчас как бы в этом нет смысла. А еще репликации на автономный прокси не будет, ибо во всех соусах движения задаются только клиентам. Подожди-то, а ты делаешь с мультиплеером вот эта вся история твоя? Ну, то есть, а-ля Souls Салик, мультиплеер там, косточку, не косточку, а как там в Dark Souls-то? А как там призыв идет? Колокольчик в этом, в Bloodborne, а в этом как призыв идет? Не помню. Тоже знак юзнуть, если перед этим, перед боссом. По-моему, знак юзнуть, да, надо. Вот. Также по поводу каста, я там кое-что посмотрел. Это было очевидно. История, но все же. Где у нас тут каст происходит? Вот каст на интерфейс. Не знаю, почему я раньше так не сделал. Вот он страшный каст, которого все тут боятся и прочего. Вот, скорее всего, из-за вот этого. Movement компонент будет содержать репликацию, но полноценный мультиплеер не скоро будет. Понял. Из-за вот этих вот вещей тут подумали, что сайзов Во всех соусах зависит. прищив одинаковый. Короче, если... вот он, весь страшный каст. Вот сюда, вот если я все правильно понял, он отправляется... Ну, во-первых, сюда он отправляется, если true, то, что мы передачи не true, а мы не null-pointer сюда передали. Мы залетаем. И вот сюда вот мы залетаем, если здесь есть интерфейс. То есть мы работаем, если с интерфейсом, то вот эта часть выполняется. Если мы работаем не с интерфейсом, то вот эта часть выполняется. Опять касты. Да я просто решил открыть, показать. Что тут открыто, да. Вот. Такая вот история. То есть в теории мы можем вот это вот вообще пропустить, если мы знаем четко, что интерфейс. А если мы еще и знаем, что он правильно содержит этот класс, то мы можем вообще сразу вот эту вот часть записать. И будет счастье нам. То есть из нашего вызов сделать... Из нашего сделать вызов. Вот этот. Ну, давай скопируем, посмотрим, что так работать будет, нет? Где у нас наш projectile? Допустим, это закомментируем. Сюда вот ставим и damage. А что такое object у нас? Куда ты берешь object? Object ты здесь создаешь. Get you object. Source get you object. Вот так вот это все, да? Object, get you object. Только вот это мы. Подожди, это не мы, это other actor. Other actor. И у него нет такого. Что это, что это такое? Что это такое? Что ты такое? Что это такое? Непонятно, что это такое. О как. Get you object.
страшные вещи. Ну, значит, так не можем. Короче, в общем, ничего страшного нет в кастах. Все там очень легко и просто. И вот они все проверки. Можно открыть. Все это скопировать, закинуть в ГПТ и попросить его, пусть каждый это объяснит, что и как. Для людей, которые боятся. И так далее. Так вот. Еще какие вопросы были по поводу прошлый раз? Скорости, что быстрее, каст или этот. У меня есть... Я вспомнил, что у меня есть такой макрос замечательный, как spend time. Spend time, по-моему. Не, нифига не spend time. А как он у меня? Time spent. Time spent. Time spent start, time spent end. То есть у нас есть time spent. Подожди, здесь большой буквы. Time spent start и time spent end. Можно сделать и посмотреть time spent end. Вот такую вот фишку можно сделать и посмотреть, сколько займет времени у нас каст на интерфейсы и на класс. И то класс. Но, в общем, суть в этом. Ну, можно там поставить и побольше, конечно. Так, ну давай. Оп. Я логи успел. Ну, давай тут, может, покажу сейчас. А где лог? Подожди, только что лог был. Я видел лог, я успел его увидеть. Полученный. Он залетел, там 0,00000 было. Что-то как-то грустно. Давай еще разок. Давайте я вот так вот сделаю. Где ты? Вот ты. Давай, пинг. Вот, и пошел процесс. Вот он, time spent. Вот он. Ого, сколько на интерфейс, смотри, заняла. 310, 9, 8, 364. Это, по-моему, миллисекунды. То есть вот это 1 миллисекунда, а это пошел этот. Кстати, я недавно ради экспериментов в Чарактере дестройнул movement компонент в Begin Play. Это секунды. Знаешь что? Игра не крашнулась. Так, а что она должна крашнуться? Ты же компонент удаляешь. Вот, это у нас на этот. А давайте теперь чисто тоже ради эксперимента вот сюда вот добавим каст на класс. Ну, правда, здесь это мы проверили сейчас не каст, мы проверили apply damage. Подожди, что я это самое... Мы же должны вот это вот проверить, правильно? И в идеале это сделать 1000 раз. Давайте, все, короче, эксперимент все проводим. Сейчас я подключу Чарактера. Ну так, без мувмента Чарактер не Чарактер. Ну, да, но компонент, она на той компонент, что ее можно удалить. Знаешь? Что за прикол? Что за прикол? Компоненты, которые нельзя удалить. Enemy character. Enemy character. Сейчас сделаем так. Enemy character. Проверка каст на интерфейсе, каст на этот. Кто быстрее? Представляете, в прямом эфире. Ужас. Enemy character. Голос Александра Пушнова, рубрика эксперимента. Давай вот так вот. 0 pointer. 0 pointer. Значит, for int 32 и равен 0 и пока не 1000. 1000 я хочу здесь видеть.
Мы делаем так. Enemy. Character equal cast. Enemy. Enemy character. Передаем сюда other. Other actor. Other actor. Хорошо, есть. Та же самая история. У нас и здесь. Сюда мы делаем вот так вот. Pointer. То есть первым у нас будет всегда... Народ как настрой. Прив. Отлично, отлично настрою. Я как настрой. Сейчас будем проверять, что быстрее у нас. Интерфейсы или эти. Так вот делаем. Усики. Усики. Чё усики? Так. Есть. Я бы еще, знаете, что сделал? Я бы еще сделал так вот. Debug. Message. Сколько там у нас? Я не помню. Там 2 секунды висит информация. А какая разница? Она в логе-то висит. Без. А это будет не в логе висеть. Подожди, тогда верни мне. Смотрю. Я вот это вот скопирую. Time spent. Скопируем. Я вот сюда вот ставлю, чтобы мы понимали. А зачем повторять одно и то же? В смысле, зачем повторять одно и то же? Так, вот это убираем, вот это убираем. 1000 раз в цикле. Чтобы узнать информацию. Интерфейс для тестов. Все ради тестов. Так, и вот здесь мы пишем, что это класс. Класс. Все, хорошо, давай смотреть. Давай смотреть, что получится. Лайфкодинг файл. Хорошо, хорошо. Я там что-то не то передал, да. Ну, сейчас перезапустим. Дело такое. Так, что тебе не нравится? Ну, скорее всего, вот этот лог ворник не нравится, что я что-то туда не допередал. Он же 2 раза создает. Я твою душу шатал. Я твою душу шатал. А как нам тогда сделать, да? А как нам тогда сделать? А сделать это можно только взять и скопировать вот этот кусочек. Time spent start, time spent end. Ладно, скопируем. 2 мы не проверим, окей. Ой, это еще старый получается. Time spent end, start end. Мне кажется, он оптимизировать там может, поскольку нет стороннего эффекта. Что именно оптимизировать? Может, что, типа 100 раз вызывается, точнее 1000 раз. Может быть, может быть. Так, есть. Ага. И в конце вместо этого мы вот это Будет сделаем. всего лишь однажды. Да не, однажды не будет. Однажды не будет. Что, по-твоему, произойдет дальше? Вот он сделает... Ну, мы сейчас посмотрим. Если увеличить до 10 тысяч, он должен в 10 раз увеличиться, правильно? Правильно. Вот скажем, если читать из Volatile. Так, time spent. Result. Все, есть, хорошо. Давай смотрим сейчас. То будет как нужно точно. Time spent. Вот.
Что из volatile? Не, мы сейчас этим воспользуемся моим макросом. Возьмем секонсы, возьмем этот и посмотрим, что и как. Мне не надо прям супер точные эти самые, мне надо просто больше-меньше и все. Хотя можно было бы сравнить это время, получить точно, а не на глаз сейчас вот смотреть. Но мне кажется, разницы никакой. Чисто тесты замутили такие. Сейчас вот это баловаться закончим и пойдем делать монетки. Ну если читать не из каста от Азеректа, а сделать указатель Volatile. Зачем? Ну погнали, запускаем. Ставим. Смотрим. Оп, 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 оп. Подожди, а класс быстрее получается или что? Там одно и то же. Подожди, а каст быстрее на этот, получается, на класс, чем на интерфейс. Подожди, а почти во всех случаях каст на класс быстрее, чем на интерфейс. Почти во всех. Вот, короче, первый вот мы смотрим интерфейс, потом класс идет. Мышка вот. Вот интерфейс 0.8, здесь 0.8, по-моему. Вот здесь единичка разница, здесь пятерочка, здесь 15 вообще. И это 1000, подожди. Он, походу, оптимизирует, потому что... Хотя нет, подожди, он нифига не оптимизирует, не может занимать один каст столько. Давай увеличим до 10 раз. К чему и к чему? К чему и к чему? Каст на интерфейс и каст на класс. От актора каст на моего характера и от актора до интерфейса, который реализован в это, ну, само собой. На конкретный класс. Да, на конкретный класс и на конкретный интерфейс. В смысле, на конкретный класс. Что значит? Который выведен от интерфейса. Мне надо объяснять, что такое каст на интерфейс и каст на класс, или что, я не пойму. Я просто не пойму вопросы такие какие-то, которые выведены на класс, каст на класс, который выведен от интерфейса. Что это значит вообще? 0.70, вот, в 2 раза увеличили, точнее в 10 раз увеличили. Потому что если бы он оптимизировал, он бы в 10 раз, когда мы увеличили, ну, в 10 раз бы не увеличилось бы время. Просто непонятно, они являются частью пути наследования. Они все находятся у одного класса. Вот это вот все. Интерфейс и класс находятся все у этого актора. Просто вот вопрос. Вот у нас есть характер, у него реализован интерфейс. Что будет профитнее по таймингу? Кастануть на интерфейс, который у него, либо на его же класс. Но, судя по тестам, он тут и даже иногда почти в 3 раза быстрее получается на каст на класс, чем на интерфейс. Слушай, ну так вот они тесты, вот они тесты, вот. Тут в 2 раза, тут почти в 2 раза. Ну, меньше тут, понятное дело, но почти. Причем каст на на класс почти всегда ну давай больше поставим, чтобы быстрее шли как-то. Каст на он почти всегда одинаков. Получается, возможно, есть сразу final методы, за которыми не нужно в табле лазить. Да. Ну, классы-то они записаны. Там, если каст посмотреть, как устроен, он там проверки делает. Сейчас, как они там, не из A, а... Так, это интерфейс, вот здесь класс. Это класс, бла-бла-бла. Хз, не каст флаг. Вот, он здесь флаги развешивает какие-то и по ним делает. Так, слушай, так каст на этот быстрее работает. Что мне это самое... А что это? А что это мне рассказывали, и я верил в это? И как делал? Нет, проверить. Вот, быстрее получается. Это в 4 раза быстрее! Там был момент, где он в 4 раза быстрее. Я же в офиге.
То есть интерфейс медленнее. То есть интерфейс действительно только в тех случаях, когда тебе нужна реализация, вот тупо множественное наследие, реализация. Вот если у тебя есть условно какой-нибудь актор, Девиртуализация. у тебя есть какой-то актор, и у тебя есть характер. У них общий, но то есть свои классы ты туда общий не добавишь. Тебе нужно какой-то метод там реализовать. Вот. Если нужен контейнер, тогда интерфейс. Ну, типа того, да. Каст на класс тупо быстрее. И вот тут же сразу это решение вопроса, о котором там разговаривает. То, что он больше, тот, кто больше, тот медленнее будет. То, что на интерфейс быстрее кастуется. Нет, не быстрее. Не быстрее. В лучшем случае в 2 раза разница. В лучшем случае. А иногда даже 4 раза ловится. То есть от почти, ну давайте так, 1,5 до 3,5 разница колебается туда-сюда. Ну, в основном она ближе от 1,5 до 2 колебается, но иногда до 3,5 скачет разница. Это Я ужас. думал, таковое очевидно. Ну, я почему-то думал, что интерфейс быстрее за счет того, что он сразу, типа, мол, лезет к себе в табличку и спрашивает, типа, есть ли там такой интерфейс у этого или нету. Быстренько похожу там, фух, и все. А каст происходит по принципу, что он, типа, мол, по иерархии идет выше, 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 выше сравнения. И, типа, чем больше вот это вот, тем, короче, все больше. И мне казалось, что вот это вот. В прошлый раз, в прошлом стриме там вообще был, не знаю, теория или мнение о том, что от размера. Но это понятно, это не так, это история понятная была. Но тут я решил проверить, что действительно быстрее. И вот каст на класс быстрее. Это тупо быстрее. Это тупо быстрее. Мало того, что это быстрее, мы не создаем дополнительный интерфейс, у нас находится все... Ну, у нас реализация все равно находится в самом акторе. Если вот реализация нужна в нескольких местах, допустим, вот этот take damage, да, который он применяет, понятно, что мы либо общего родителя создаем. Если мы не можем создать общего родителя, тогда уже интерфейс. Вот и все. Ну вот, почти там 112 где-то промелькнуло, уже пропущено. Вот, 112 и 144, и 0,44, то есть почти в 3 раза. Ой, в 3 раза, считать не умею, в 4 раза. А подожди, в 3 раза, в 4 раза, это 16 должно быть, в 3 раза. Да, 3 раза почти. То есть от 1,5 до 2,5, а не в 4. Да. То есть колеблется от 1,5 до 2,5. Разница между кастом на интерфейс и кастом на класс. Вопросы? От 3 до 4 раз примерно. Да нету тут 4 раза. Не, тут от 1,5 до 2,5 идет. Потому что самый большой я видел 120 и 44 было. 120 и 40, ну вот опять 112, 47. 120 и 44. 120 Ну, это как окей, бы от 3. 2 до 3. Да 1,5, ну чё ты, куда ты? А вот тут вообще, смотри, одинаково. 73, 70. О, подожди! А, это интерфейс. Это не... А, не, подожди, смотри, интерфейс и класс. О, смотри. Одинаково словили, даже каст на класс был этот самый. То есть единожды, то есть не 1,5 все-таки, а может даже он быть чуть медленнее, на копеечку. Но в основном он быстрее. То есть во всех случаях. То есть это погрешность какая-то была, что-то процессор, наверное. О, 133 было, подожди. 133, 78. Но тут вообще все именно. Ну, видимо, там процессор что-то как-то ему плохо стало в этот момент. Может, что-то какие-то другие проги, там OBS что-то сожрал. И он в этот момент что-то, короче, затупил. Хотя там тоже должно было подрасти. Ну, в общем, суть в том, что каст на класс быстрее. Что-то булькнуло там, да. Ну, типа того. Ну, потому что стабильность идет вот 40-40-70. А этот 70 это этот. Ну, короче, от 1,5 получается до 2,5 разница. Все, мы запомнили. Теперь мы можем пояснять, что, во-первых, каст все с ним хорошо, а во-вторых, это куда быстрее, чем каст на интерфейс. Поэтому мы сейчас переделаем. Зачем мне то, что мне, короче, меньше, медленнее работает. Зачем мне?
Хотя, с другой стороны, take damage, там не совсем take damage, там же он нейрон принимает, там разные методы, разные эти, там другой метод будет. Ну, в общем, выяснили, то есть каст на интерфейс медленнее, чем каст на класс, все. Надо как-то этот самый записать начало, чтобы можно было говорить, что видос был, тестили, идем, смотрим. Хотя он затеряется, ладно. Так, если каст на этот быстрее, значит мы сейчас интерфейс этот отправим в помойку. Интерфейс отправим в помойку. Потому что то, что работает медленнее, идет в помойку. Так, ну и вот это вот, как бы надо тоже верно. Подожди, не-не-не. Ладно, сейчас заново напишем вот это. Enemy character, enemy. Character. Enemy character. Вот это сюда. Это сюда. Так, теперь я хочу пойти в enemy character. В enemy character. Ну, Virtual Void я его сделаю, только не override он будет обычный. И damage мы убираем, интерфейс. Damage мы убираем. Я пока его оставлю, потому что, может быть, мы потом в дальнейшем к нему-то и вернемся, то есть и сделаем через интерфейс, но пока он нам не нужен, поэтому пока мы не будем через него делать. Ну, если отсюда он тоже идет в помоечку. Интерфейсы. Все, теперь интерфейсы медленнее. И все. Теперь твердо и четко. Интерфейсы медленнее. Интерфейсы тупо медленнее. Еще интересно было бы проверить, на что он быстрее кастанет. Можно ли было бы отсюда на опавн каст идет? Имеет ли разница между дистанцией наследования? Смотреть. Будем это проверять или нет? Дистанция между наследованием. То есть вот этого кастанем на павна, потому что он в павн содержит, и кастанем на нашего характера. И посмотрим, на кого быстрее он каст сделает. Или не будем делать это уже. Уже начнем нормально все что делать. Хватит играться. Или как? Или куда? Все молчат. Ну ладно, тогда не будем делать. Желание не это самое. Ну если там есть рантайм проверки по дистанции наследования, то будет эффект. Если там контекст по проверке, то не будет. Там контекст, по-моему. Перезапускать все равно. Там контекст. Там контекст. Там контекст. Ну, не везде, вот здесь это нету, где он на флаг проверяет. Ну, здесь она и не это самое. Но, короче, контекст. Проверочки тут. То есть не будет. То есть еще и от этого не зависит. Вообще красота. А это, кстати, вопрос о том, что будет лагать. Тогда Юнта вообще не генерит никакого иного кода, кроме той выбранной ветки. Ну и отлично. То есть, получается, вот то опасение, что когда будет 1000 кастов одновременно в одном тике, у нас сейчас было, получается, 2000 кастов. Или подожди, я же до 10 тысяч увеличил, было 20 тысяч кастов. И он даже вообще не просел. То есть 20 тысяч вот этих кастов, 10 тысяч на... пришлось на интерфейсе 10 тысяч на этот, и вообще не проседало ничего. То есть там 0,0000 вообще, типа, вообще ни о чем. То есть это буквально можно на тик говорить, что на тик повесить каст, и вообще ничего не будет страшного. Потому что 10 тысяч кастов. Хорошая проверка, а что написано по данному поводу в доке? По поводу чего? Что можно касты на тик вешать или что написано в доке?
не то чтобы я знаю, что там написано в доке. То есть, так. Ну, по поводу кастов и их эффективности. Ну, я док сам не читал, но, допустим, если спрашивать у ГПТ всяких, ну, под ГПТ им подразумеваются вообще все вот эти вот АИшки, там, дипсики, Гемина, Гроки, что там еще есть, то они в основном говорят, что каст — это максимально оптимизированная фигня, там, бла-бла-бла, можно пользоваться, тыры-пыры, трали-вали, вот эта вот вся история. Но мы сейчас проверили, это действительно, ну, не напряжная история каст. Вообще не напряжная история. Вообще не напряжная история. Хорошо, это прям замечательно, это прям великолепие, это прям чудесно и прочее, прочее, прочее. Теперь нам надо с эминами это поработать. Если мы вот этот дэмэдж закрываем. Этот закрываем. Все мы закрываем. Все это мы закрываем. Я хочу, что я хочу? Я хочу, чтобы у меня game state, вот этот, он у нас уже хранит all player data. То есть вот здесь хранится информация, всякая разная. Struct f player data info у нас есть. Здесь у нас хранятся все вот эти вот enemy характеры, которых мы спавним. Я его зафиксирую, потому что, скорее всего, он нам понадобится надолго. Подожди, стой, не висни, пожалуйста. Зафиксируем. Есть такая история. Замечательная, чудесная, превосходно, великолепная. Add diver. Add player data. А спавном у нас занимается гейммод. Гейммод у нас занимается спавнами. Гейммод у нас занимается спавнами. Post логин вот этот. Get main gc get world start spawn enemies. И вот здесь он добавляет player info item enemies add. Он перебирает get all players data. Вот этот вот. Тире. И туда засовывает all enemies. И вот тут как раз таки должна будет происходить одна история. Мы сейчас вот это в методе будет. То есть добавление именно самого элемента. То есть он в GS будет добавлять... Блин, он же работает с определенным этим. С айтемом. Здесь он проверяет спаун-актор. Каждому при спауне. Надо будет подумать. Короче, в чем суть? Нам нужно привязаться... Во-первых, его создать нужно делегат. У enemy должен будет делегат быть именно то, что он типа все, ГГ ему. То есть он помер. То есть какой-то эффект. И, соответственно, GS, вот этот, Game State, он должен будет привязаться на этот делегат и отработать, что-то сделать. Ну, конкретно что сделать? Дать монетки какие-нибудь. Да. Дать монетки и записать именно монетки к этому плееру. То есть он записывает указатель овнера. Там как-то он же записывает указатель овнера, правильно? Ничего не записывает. Main pawn, enemy start, player camp. Main pawn. Что такое main pawn? Main pawn. Ну да, все правильно. Вот main pawn у нас есть. То есть это же игрок. То есть он по нему записывает в его этот самый. То есть у нас есть этот. Короче, как-то надо сделать, чтобы он нашел именно чей-то делегат. Записал его. И запомнил его. Может, как-то... Как же это сделать? Ну, в общем, враг помирает, делегат срабатывает. Он отправляет информацию о том, кто помер, да? То есть, что враг помер. Он залетает у себя и назначает...
ну, плюс монетки дает, потом он должен будет удалить из array вот этого вот, этих enemy. И вот как-то так. Как-то так сделать. Вот я думаю, а как сделать по-быстрому, чтобы это было? Потому что делегат-то один. Хорошо, он возвращает, допустим, вот этот main pam. Мы его запишем. То есть указатель на... Опять же, указатель. Не указатель. По fname он будет работать. Вот у нас путь. Вот он путь. Вот это нельзя передавать. Вот это передается. Fname. Он берет и сравнивает вот эти fname. Fname быстро сравнивается. Это успех. То есть подходит он ему, не подходит. И просто его вот здесь поле открыть. Int монетки. Coins. Допустим. И все. Все. Ну давайте uProperty. uProperty. Int. 32-й. Coins. Coins equal 0. Equal 0. Слушайте, а может сделаем сразу 64-м его? Что скажете? Ну так, чтобы что? Чтобы было. Ну, понятно, что, ну... Сколько там, 2 триллиона? По-моему, 2 триллиона вряд ли. Ладно, пусть будет пока 32-й, это не проблема изменить. Тем более я не собираюсь там миллионы начислять, чтобы башни стоили миллионы. Можно сделать flat или double. Зачем? Зачем? Мне целые числа надо, чтобы я целые давал. Я же не буду там... Точнее, там башня стоит 1,38. 965. 1. Типа такого. Зачем? Правда, вот если увеличение стоимости всякое делать на проценты, тогда будет проблема. И точность. А как ты точность отнимешь? Все равно вот эти вот надо округлять. Ему все равно округлять. Такое дело. А вдруг какие-то модификаторы? На монетки. Ну, вот единственный модификатор — это удорожание или удешевление. Но я буду просто округлять его, да и все. Мне это что? Ну, условно, стоит 10 монеток. Башня. Удешевление на 33%. 3 монетки, все. 3 монетки сняла, у тебя 7 монеток стоит. Все, ничего не знаю. И все. Зачем вот это вот запятая и понеслась монетки делить? Вот эти сущие копейки, вот это вот. Зачем оно надо? Ну не надо, это я не хочу. Не надо. Coins есть. Хорошо, у нас coins есть. Надо создать метод, который будет именно добавлять. Сущие. Сущие, да. Это как назвать маленькие деньги, которые боятся? Сущие копейки, вот так вот. Значит, тихо. Значит, нам надо enemy character, это сам enemy делается, а нам нужно сделать метод в вот здесь вот. Знаете, в чем проблема? Он-то по очереди это делает. По очереди это делает. По очереди это делает. Ну да, нам-то без разницы. Нам-то возвращается fname, нам все равно поиск делать. Поэтому нам надо метод. И чтобы он привязался к каждому enemy, он должен привязаться. То есть вот GameState. Вот этот GameState. Add diver, add player data, add enemy void.
add enemy. Add enemy to player. F-name, owner name. Enemy характер. Нет. Enemy. Add enemy. Просто будет add enemy. А enemy. Характер, да, это остается. Все верно. Enemy. Характер. Add enemy. Значит, реализация. А ну-ка. Смайлики дурацкие раздражают. Больно. Как больно. Просто. Есть. И... Подожди, а как он напрямую получает? Через getter вот этот. Get all player data. Он возвращает t-array. All player data. All player data. Oh. Ему все-таки надо name. То есть этот подсказывал мне верно. Дело в том, что у нас-то здесь он пробегается по нему, правильно? И добавляет именно... Ну, мы-то и здесь можем, конечно, запустить делегат. Подожди. Нам-то надо передать... Сейчас подумать надо. Мы же тоже можем добавить здесь, оставить добавление. Просто здесь init add enemy delegate. Так вот сделать. Делегате. Enemy delegate. И у нас есть enemy характер. Вот это, правильно? Правильно. То есть мы возьмем из него, вызовем enemy характер. Мы вызываем ну там on death. Точка execute. Ну там не execute надо. Broadcast нам надо мультикастом будет делать. Broadcast. Не, нам не вызов надо, нам где-то. Add you object. Add you object нам нужен будет. Ну, здесь стандартно this. И что-то там дальше. Вот такая вот история. Ну, что-то там это вот такая вот штучка. Enemy death. Такая вот штучка-дрючка должна быть. Enemy on this end. Ну, я же говорю, это можно и там вызов сделать, только ну, это некрасиво там будет. Это вообще не очень красиво, когда мы привязываем делегат там. Вот. Вот. Вот именно. Такая вот история. И мы привязываем делегат на него. Отвязывать нам ничего не надо будет, потому что... Или надо будет? Не надо будет, так как мы на enemy характер, он сам всех отвяжет при смерти. Давай, создавать. Здесь вот. Multicast delegate. Void. Не, подожди. Он же должен принимать в себя f-name. Не так делается. F-name. Дальше он должен принимать в себя... Что он еще в себя должен принимать? Ну, наверное, сколько он дает, правильно? То есть int 32 какой-нибудь себя должен принимать. Ну, коинсов сколько он дает. То есть у каждого enemy свои коинсы. Своя стоимость, так сказать. Вот.
Такая вот история. Не, подожди, а как делегаты объявляются? Чем мы это дальше делаем? Где мой ивент-бас? Я не воспользовался. Ивент-бас. Subsystem ивент-бас. Стой. Понял, я уже забыл. Делегаты объявляются. Он des. Все вот так вот это объявляется без этих. On des. Есть. On des есть. Здесь. Это потому что он не знает, что такое enemy характер. А вот это зря, кстати. Вот это зря. Enemy характер. Все, есть. Он его принял. И, значит, enemy des нам нужен метод, который будет что-то делать. Единственное, что я хочу virtual void end play. Обязательно именно end play. Я хочу on des. Des.remove all. This. Remove all function from this multicast delegated. Но он ремувнет именно себя отсюда. Хотя если делегат удаляется, какая разница? Он-то его не это самое. Если сам объект удален, так и делегат удален. Это значит, нам не понадобится вообще. Окей. Тогда virtual void destroyed хочу. Я не хочу везде, где мы destroy делаем ему во всех случаях. Давайте. Подожди, монетки-то будут даваться и за базу. Та-та-та. В таком случае. Он-то destroy делает, когда и до базы дошли? Или мы хотим давать монетки? Если база принял. База лицом, если приняла врага, то мы даем монетки или не даем монетки? Вопрос, однако. Не, наверное, не даем монетки. Что за бред? Если лицом приняла, то мы не даем монетки. Не-не-не, тогда не нужен нам destroy. Окей. И после вот этого, вот если он меньше либо равен нулю, здесь, конечно, destroy, но в конце. А перед этим мы on des .broadcast Так, никаких таксов. У нас есть owner name. Или ничего у нас нету. Stats. У нас нету его, да? Player info data. Подожди, он принимает в себя player info. И что ты с ней делаешь? Tags. Он в таге его записывает. Мне не подходит это. Мне еще нужен fname. Сюда хочу fname. Name owner name. Owner name хочу. Давай вот так вот сделаем. Owner name equal clear data name. Вот сюда вот owner name. Примем вот так вот. Вот owner name. А вот по поводу количества count, он в принципе должен из себя вытащить. То есть enemy DA. Давай хоть что-то уже. Нет, подожди, не хоть что-то. Вот это. Name и cost.
Coin. Coins cost. Питон или категория enemy. Enemy. А почему здесь с пробелами, а здесь без пробелов? Что за дискриминация? Осуждаем. 32. О, Coins Reward. Мне нравится. Coins Reward. Ой, спасибо тебе, товарищ копилот. Coins Reward. Мне нравится название. Классное название. И мы его сюда вставляем. Все. Вот он принял его. А если он принял его, значит, этот enemy des. enemy des. Вот я в protected его сделаю. Void enemy des. Вот так вот. Опля. Красавчик вообще понимает меня с полуслова. Ой, что? Вот что. Enemy des. Только можно подместить его. Сюда. Enemy des. Хорошо. Хорошо. Он его вызывает. И что? И он берет всех наших all player data, все верно. Сравнивает имя. Дает какой красавчик, смотри, сам все понял. Сам все понял. Вообще молодец. Красава. Красава, все понял. Раз мы берем всех наших, проверяем owner name. Проверили. Item coins плюс. Все. В хранилище мы записали наши монетки. То есть у нас есть в хранилище наши монетки. Есть монетки. Нам, может, репликейт его надо будет делать. Тут не точно. Сейчас, чтобы второй знал о этом. Такой себе, ну посмотрим. А если он его теперь знает, нам нужно сделать так, чтобы эти данные выводились. То есть тут был какой-то вывод. Был какой-то вывод. Он знает этого плеера, то есть он может, в принципе, вот тут вот. То есть он коинсы добавил. Он может вызвать метод, который... Ну, вообще не метод, лучше, конечно, наверное, делегат сделать тоже. Он вызвал делегат и сам на него подписался где-то на begin play, понятное дело. Который вызовет метод у... Почему делегат? Потому что... Почему делегат? Потому что, может быть, еще что-то захотим туда записать. Но вообще он должен будет вызвать метод, который триггернет у Павна, что надо как бы обновить визуально это все, то есть вывести циферки на экран. Сейчас добавим циферки на экран. Понятно, заглушечные какие-то просто там. Циферка, ничего особенного. И все. Или не делегат. Enemy des. То есть у нас метод, он выполняет все, что связано с enemy des. Он добавляет коинсы, он оповещает и прочее. В теории, где у нас может еще быть оповещение? То есть то, что что-то поменялось, коинсы поменялись.
Точнее, на enemy desk мы подпишемся в других местах. А вот coins, именно то, что на изменение coins. Ну, в принципе, логично. Надо делегат делать. Все на делегатах. То есть у нас изменились коинсы. Мы хотим, чтобы мы могли подписаться на них. То есть здесь тоже будет multicast delegate void, который принимает в себя int 32 on coins changed. Красава. On coins changed. Вот здесь точка broadcast item coins. Все, полетели. Красавцы. Красавцы полетели. Ой. Красавцы полетели. Красавцы полетели. А я так понимаю, что нам надо... блин, там же разные подпишутся. Подумать. Плюс я не уверен, как это сработает. Нам, наверное, надо F-name получить. Тоже сюда передать. И контроллер должен будет подписаться на него. Потому что у контроллера есть доступ. У этого же, по-моему, нет доступа к геймстейту. Виджеты это они все локальные. Вот контроллер нет. То есть контроллер должен будет писаться на onCoinsChanged. И происходит этот. Но он-то не знает, что там за... Что там вообще такое? Кто это? Надо ему это или не надо? Но у контроллера может быть owner name вот этот. Он по owner name сравнил имя. Если owner name, да, нет, все. Ну, то есть, если owner name совпадает, он дальше уже берет и у mainhood, потому что у него есть доступ к mainhood. Запускает метод, а mainhood там уже сам разбирается, что с ним делать, с этим методом. И передает в него коинсы. Вот. То есть напрямую мы у виджетов ничего не вызываем. Вызываем только у mainhood. Mainhood все сам с виджетами разбирается со всеми. Он там берет, обращается к виджету, который отвечает за коинсы, и все. Да. Подходит нам этот вариант или нет? Или как-то проще сделать? Ну, давайте так. Главное, что первым делом, чтобы она вообще работала, а потом все остальное. На Begin Play я что хочу? Я хочу вот эту вот часть. Не, подожди. Не этот подписывается, этот самый, как его... Контроллер. Товарищ контроллер, товарищ плеер контроллер. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, вот он, красавчик. Begin Play. Мы сделаем и End Play сейчас. Begin Play. Подожди, так дело не пойдет. Почему ты в паблике? Так дело не делается. Virtual Void and Play. Или как раз таки Begin Play обязан быть в этом контроллере или нет, никто не знает. Тише. Супер. Ой, твой душ шатал. And Play. Есть, вот мы супер вызвали. Теперь on coinschange.remove all this.
Да, но он не знает, откуда его надо будет. То есть, надо get player state. Player state. Это game state. Что такое player state? Так, я запутался. Что такое player state? А что у нас хранится в player state? Tires add. Add tire player state. Так, это тавер, где мы вызываем этот тавер. И здесь у нас есть этот тавер. Тавер, это тавер. Уф. Прикольно. Тут приветствую. Нигде мы не вызываем его. Так. Вот опять я узнаю, в чем разница между этим и этим. С днем сбитого Windows SSD. Тебя с этим днем. Сбитая Windows. Ты, мало, я что, повредил? Так, давай, ГПТ. Я понимаю, я уже раз в 10-й, наверное, спрашиваю эти вопросы. Для системы, но уровень у них разный. Game Player State существует у каждого игрока и у сервера, и у клиента. Реплицируется от сервера к клиентам. Привязан к плеер контролю, но не уничтожается при спавне. А при респавне хранить персональные данные игрока. Ник, пинг. А, при респавне не уничтожается. То есть это какая-нибудь такая информация, которую я понял. Ну, то есть, если мы делаем для корректера, там, ну, ладно, не понял, почему нельзя просто сохранить его, сделать этот, ну, окей. Хранить персональные данные игрока, ник, пинг, счет, количество убийств, ресурсы, личные башни и тому подобное живет, пока игрок подключен к матчу. Используя плеер, если данные принадлежат конкретному игроку, например, золото игрока, апдейты башен, отлично, великолепно. Ноут стоял АФК. После перезагрузки перестал загружаться. Через восстановление удалил последнее обновление, ожил, но один из SSD исчез. Прикольно. Так, GameState существует один на мир, как и GameMod реплицируется всем клиентам, отражает общее настроение матча, таймер до конца рад, текущая фаза игры, так и победа, список подключенных игроков, глобальные события, например, используя GameState, если данные важны всем игрокам сразу. То есть то, что я сейчас делал в GameState, надо в Player State перенести. Подожди, я запутался тогда вообще нафиг полностью. То есть я должен не в массиве его хранить. А как нам, подожди, геймод, есть тут геймод. Итог Player State, карточка игрока, персональные данные. Он виден в дисках, но не в проводнике. Состояние защитный раздел дисковых пространств. Пришлось удалять через дискпарт и форматировать. О, в итоге нашелся диск или нет? Или все уже? Так, я все равно не очень понял. Подожди, хорошо. Player State, он существует, у каждого свой. И на сервере, или как он там написал? У каждого игрока и у сервера, и у клиентов. Хорошо, реплицируется сервера клиентам. Привязан к плеер контролю, но не уничтожается персональные данные игрока. Пока игрок... В итоге ожил, но файлы жалко.
Ну, это да. Есть такая история. Данное правильно конкретное золото игрока апдейт его количество собранных ресурсов. То есть я вот этим массивом, который у меня есть, вот этим вот буквально дублировал логику этого player контроля, ой, это player state. Подожди, ну хорошо, допустим, он есть player state, здорово, замечательно. А как мы к нему будем к каждому обращаться? Как он будет его находить? Player state, допустим. Наделали вот этих вот стейтов миллионы, теперь разбирайся с них. Get owner у него есть, или что у него есть? У него вообще что-то есть get owner? Get owner, что ты возвращаешь? Актора, правильно? Правильно. Get owner. Get owner. Актор. Актор. Get owner. Подожди, что значит актор? Get owner. Если у него owner контроллер, должен контроллер вернуть. Или как мы получаем у контроллера? Подожди. Get player state. Как player state получается? Просто cast. И player state. У контроллера есть player state. Записан. Просто его ну, короче. Player state просто получает. Здорово. Здесь стой, где вот этот что нам вернет, что он будет делать? Овнер. Что такое овнер? Он дурак, что ли? У актора. У актора, да, это мне ничем не поможет. Привязан к контроллеру. Get player state. А вот этот может сделать get player state? Get player state тоже может сделать. Что это от опавна? Player state, а этот player state от get player state. Get player state. Это у нас от контроллера. Два разных этих метода. О, коты. Что блеющий кот тебе нравится очень. Качающий пресс, вернее. Так. Тяжело. Очень тяжело. То, что у каждого он свой, это хорошо. Нам не надо вот этот массив постоянно перебирать его. Это вообще замечательно. Тяжело. Да. Тяжело. Player state. Player state, и он обратится именно к... То есть player state вешает damage. Нам не надо постоянно проверки делать, когда враг умирает. Это вообще замечательно. Это прекрасно. Это великолепно, я вам даже сказал. Player state. Теперь вопрос, как мне... Надо подумать. Player state. Че мне это вообще дает? Player state, это дурацкий. Так, main PS. Ну, это мы-то знаем, как надо делать по-человечески теперь. Поэтому, по-крутому, короче. Ой.
по очень крутому. Мы теперь знаем, как надо делать. Запятую лишнее. Main PC. Сегодня решил, короче, все выбить, да? Дракл. Всех котов. Слабо всех котов за сегодня выбить, Дракл. Main PC. Окей. NPC. Main ПК получает Main PC. Main ПК. Слава, я просто на перерыве. Курятник чищу. Понял. Да. Развлекаешься таким образом, да? Ой. А на себя танцующего ты смотреть не хочешь, да? Тебе не нравится? Байт. Байт на команду. Он из PC должен вытащить. Вот этот on coins changed должен быть в PC. Не в ПК, а в PC. В PC. Должен быть в PC. И напридумывали этих, конечно, этих ПК, PC. Вот это вот. Player state, player этот. Тайеры туда должны добавляться. Я не уверен, они будут у нас по этому добавляться или нет. Подожди, у нас здесь что хранится? Coins, main. Ну, я, наверное, буду также их хранить. Только вот этот array, который вот здесь вот. Player info data. Наверное, он будет не array. Емот мне нужен. Подожди, вот кто мне нужен. Вот он, пост-логин. Spawn enemies происходит. Спустя время, да, он ведет отчет, и там дальше пошли. Main GC Game State. Вот он из GS его достает. Потому что он один GS. А вот здесь плеер, вот он из GS как раз таки плеер array достает. Да? Да. Плеер array, плеер state. Подожди. Так плеер state, вот он. Это же наш main PC. Player pawn, get name и все дела. И вот этот player data должен быть в том PS. То есть нам нужно сделать каст на наш PS. Наш PS. Поняли? На наш PS сделать каст. И все. Да, засунуть его. Рейки, continue, хэштаги. Опять своей плайков хвастешься? Лайков, вот что?
А, типа, PS ты про это. PS. Да, я уже понял. До меня дошло. Ой, PS4? Четверкой хвастаюсь. Четверкой, да, серьезно? Это даже не прошка, понимаешь? Это даже не 4 Pro. Даже. Это обычная PS4. Хотя сейчас уже скоро PS6 будет. Вот, скоро, вот, прям сейчас вот. Вот чуть-чуть осталось подождать. Зажрался. Это же больше 11, я не помню, 14 или 15 год был, я не помню, когда я ее взял. Это уже либо 10, либо 11, пусть 10 будет. 10 лет назад было, ты что, гонишь? Data. Ну да. Player include player main PS player state PS player PS ну логичнее вот так вот было бы сделать. Ну логично, что здесь каст-чекит хочу, чтобы он его схлопнул мне и показал, в случае чего. Но если каст-чекит, то мы можем идти дальше, правильно, он же схлопнет его. Посмотрим. И вот здесь вот все остальное он-то делает верно. Что он здесь делает вообще? Он заполняет эту структурку. Вместо этого add player data мы должны сделать в PS. Main PS. Вот здесь void add player data f player info data player info data. Ну я по ссылочке его, естественно, шлепну. Player data. Причем самое интересное, что он вот этого овнера может себя-то вытаскивать, правильно? Мы его здесь вытаскиваем. Ему эта информация не надо, но пусть будет. Пусть будет. Пусть это один раз сделано. Здесь уже записано, зачем нам там потом еще делать его. Если сразу здесь уже. При старте есть такая история. И так как нам не нужен property f player data info player data, вот так вот сделаем. Сюда структурку-то подключить, include strat, да. Подключить, так-то подключить player info data. А в GS у нас add player data, он по константной и добавлялся. Его можно тоже по константной его вернуть. Это не важно. Чисто для красоты надо, но все равно записывает его. Const. Давайте const. Позначим. Здесь мы его удалим. Data удалим. Main PS. Реализация. Create player data. Set. Да, сейчас изменим название. Не add player data equal player data. Потому что он его не добавляет, а устанавливает. Set.
player data. Set player data. Main game. Подожди, прекращай баловаться. Ты издеваешься? Когда релиз? О, когда релиз, не скоро. Ой, не скоро. Не раньше, чем на 365-й день. Приветствую. Так, set player data. Ты, кстати, знаешь, ты такое пропустил в начале. О, там такое было. Пропущено. Просто ужас. Там было очень-очень-очень интересная вещь. Так, ну это понятно, это пока держим. Значит, мы его обозначили, и вот здесь у нас содержится, во-первых, вся история. Потом у нас идет add player array. Знаете, что самое интересное? Нам постоянно надо будет косты делать эти вот player ps, потому что мы не можем их записать. Это разве что вот это вот записать неймы, получать неймы и везде сравнивать. Я рассказал, что пишу свой movement компонент. Что в этом ужасного? Да, в этом нет ничего ужасного. Ты что? Нет ничего ужасного. Но это же не единственное, что произошло. Player array вот здесь нужно сделать. Player state. Ссылочки, пожалуйста. Main.gs, main world. Для каждого плеера он делает эту историю. Да как ты узанул, что я и актора своего пишу? И Актораса. Воу. Товарищ. Слушайте, вот это красивая история. Блин, ну что это за какая-то... Это что это такое? Это что за стайл такой? Не, подожди, с форслайном этот стайл все как надо. Все здесь как надо, если мы возвращаем так, force inline. Все как надо. Force inline get player data. Хорошо. Ну, по такому же принципу, то есть мы создаем NPC, main PS, не так будем называть его. Main PS мы создаем, потом обязательно main player PS, Ну, наверное, вот так вот. Пока разбирал код ёпиков, узнал, что у них есть массив источников root мотиона. А мне оно не надо, ибо источник root мотиона в соусах только один. Видишь, как хорошо. Старт. И вот тут вот, блин. Const player data info. Я не хочу постоянно прописать. Хотя можно и постоянно прописать нам. Ты чё? Это же доставать из этого. Не хочу я так делать. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. А это делать... Блин, это... Ну ладно. Ладно. PS.
Enemies add. А мы вот так вот сделаем. Что мы сделаем? Add enemies. Add enemy. А еще вспоминал 4-й Uncharted, в котором нет мультиплеера. Если разрабы брали стандартный класс чарактера, то у каждого актора в сцене каждый тип 50 проверок на роль на сервере. Что? Черт, у которого нет мультиплеера. А врагов в сценах много. Каждую часть Натан Дрейк убивают over 500 врагов. Не понял. А он, во-первых, на Unreal делался, 4-й Uncharted, это, или что? Или к чему? Ничего не понял. Проверки Uncharted, что-то перед этим Unreal был, ничего не понял. Разве Sony на Unreal переводили 4-й Uncharted? Они не на своем движке разве делали его? Или ты их движок? Да, на UE4. М. Первые 3 на своем делали. Интересно. Player State, теперь main PC, вот этот add enemy хочу, enemy характера, чтобы принять. Add diver, avoid add enemy, характер. Все нужно, значит, ее property enemy enemies. Изи. Тут я хочу дистанцию. Enemy характер. Все очень просто. Но мы в любом случае будем с ними работать, поэтому нужно подключить его. Здорово, я думаю, это здорово, это прям великолепие. По поводу... Ну и не могли ёбики просто сделать отдельный упрощенный чарактер Movement без репликации и прочего специально для таких проектов. Боялись, что у блупринтеров глаза выпадут от обилия классов. Ну да. Ну, а у блюпринтеров, я вот не знаю, ну, из того, что вот я видел, как-то вот не принято создавать в блюпринтах много классов. То есть у тебя это максимум 1, ну, в 2 это прям, я не знаю, я нигде не видел, но я просто могу представить, что вот 2 это прям супер вложенность. Дальше они уже не идут, все, дальше уже все, как бы, дальше им не надо у блюпринтов. То есть 1 это даже редкость создать вот именно класс, от него отнаследоваться, чтобы что-то было, это прям редкость. Я никогда не видел, но я предполагаю, что он есть. Он где-то есть, наверное. А 3 это... Вот 3 я не верю. В 3-ю эту самую ступеньку я уже не верю. Все, ее не существует у блюпринтов. Я не верю. Это миф. Да. Привет, смотрю по чату, упоминался 4 Unreal. Привет. А Дендеракл там раскапки вел, поэтому... Этот самый... упоминал. Да нигде не принятно делать много классов. Но есть ситуации, в которых функционал прям совсем иной нужен. Мифьонта порошок стиральный. Здорово, Ержан! Порошки стиральные. Add enemy. И нет, характер. Main GC, add enemy, delegate. Так. А вот теперь делегат, который мы создали, add enemy, delegate, вот этот вот. Нам нужно его перенести в main PC. PC, не пока, PC. Ток у меня губы стримера не совпадают с картинкой, что за рассинхрон. Рассинхроны какие-то. Вроде сразу все, я не знаю. Это я просто говорю, и прикольно. Здоров,
Я тоже лазил по актору да и по DR классам, особенно когда на Unreal 4,9 чинил класс UV-Jet. У стримерской нейронки липсинг лагает. Да. Сейчас проблемы с этим, поэтому... Лаги. Так, значит, сюда мы берем, переезжаем on des. Вот этот. Подожди, он add enemy delegate. Вот этот вот сюда шлеп. Сюда шлеп. Сюда шлеп. Отсюда ваш шлеп. Представляешь? А вот сюда шлеп. Дело в том, что... Таким образом. Ну и сюда тоже его. Также нам нужен enemy des метод. Почему-то я думал, что 4,27 последняя версия у E4. Наверное, она просто самая популярная. Наверное. Enemy des. Подожди. Так. See enemy des. Protected. Enemy des. Ну, наследоваться я не собираюсь. Значит, может быть, в private его отправить в ревате. Тем более, даже если наследоваться, какая разница. Что это за фигня у меня рисует? Что это такое? Enemy des. Есть. Нам не надо вот это сравнивать. Какая красота. Смотри, вообще нам не надо это в цикле делать. Просто сразу шлеп и все. Нам даже owner name не нужен. О, какая красота. Будем исправлять. Дальше. Main player PC. Enemy delegate. Add enemy. А может быть тогда сразу в add enemy delegate вызовем. А ну, подожди. Там прикол. Просто там-то оправданная была история. Здесь не совсем она оправданная. Так а в чем смысл от add enemy delegate, если вот add enemy мы сразу привязались к его делегату и все? В чем прикол? Что за бред? Это как по вот этим вот умным книжкам. Я просто там кое-что посмотрел. Про чистоту кода. Вот это ж вот, не помню кто там, вот как раз он и говорил, что типа, миллионы этих создавайте. Это я утрирую, конечно, но этот миллионы методов. Вот это вот как раз таки про вот это. Так, а нам миллион методов не надо. Это делегит. Где у нас PS? Это нам не надо. Мы не одобряем миллионы методов. Потом нам не надо вот эта часть. Нам не надо эта часть. Des. Он обращается к вот этой части. Coins плюс coins. Сюда передает coins. Но coins changed. Мы переносим его сюда. Coins changed. Все, он делает broadcast. NPC. И это у каждого оно свое, правильно? Правильно. А то, что оно у каждого свое, оно как вообще будет? Это же к читерству приведет, легкому читерству. Разве нет? Это нам не делегит. Это нам не надо. В плане того, что если данные хранятся только у клиента, так он их может править как хочет. Разве если мы храним в player state вот этом, это не приведет к тому, что чувак просто артмани врубает какой-то там и себе дает эти самые
Бабусики, разве нет? Или да, или нет, или да, или нет. Логин. Вроде бы мы все перенесли, да? Или нет? Или куда? All player data. Нам она больше не нужна. Вот эта часть нам не нужна. Давай всем смотрим, что творилось. Что там по-любому что-то отвалилось, так как мы же подписывались там на какой-то делегат. А, это мы у Enemy подписывались на делегат. All player data, return, NGC. Нам больше не нужен этот метод. Get all player data. Еще не через force line. О. Так, failed. Ага, это тавер. Вот, с таверами. Это таверов у нас нету. А где ты вообще вызываешься, товарищ? Item name, вот это нам не надо было бы производить сразу. All tower. Это билдер наш должен делать, правильно? Давай, find. Билдер, да, вот билдер. 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 Get URL, get game state. Бодибилдер. Да, он самый. Get player state. Такого нет. Когда получается get owner, мы актора, ну, нашего получили. Нину 4,27 и есть последнее, ибо в установке выше версии нет. Get net owning player. Не, мне что, этому кастовать, что ли? Не хочу. Если так, get world. В новое воскресенье добавили, наконец, смену кодировки на лету. Это как? Это которая вот была последний патч или это который будет? Что значит на лету? Так, get players, контроллер, итератор. А если контроллер просто... Ну я тормоз. 4,27 выше 4,9. Ведь названия версии не являются дробями. Молодец. Молодец. А ты думал 4.9 это... это когда этот писал? Держан о том, что 4, я понял. Это воскресенье инсайдерское. Там FL новый. Возле крыл появится тег кодировка файла, и можно менять. Так он же вроде тоже меняет кодировку файла. Но там не этот самый, не то, что на лету. Там файл как-то save the all можно. Или это другая история? Я что-то путаю. Там файл один, можно ему поменять кодировку. Что-то файл save as делается. Выбираешь там эту самую... 4,9 вообще 2015 года. Совсем недавно. Еще молодая еще. А уже в небытие ушла. Эх. Так. Как бы нам так сделать? Да, это оно теперь в 2 клика можно.
Прикольно. И меня, типа, вообще... Ну, он файл какой-то меняет, который выбран, или он вообще все поменяет? Или проект? Или как? Ждем ФС 2025. Да. Ну, прикольно. А зачем? Зачем? Просто я это, по-моему, 1 или 2 раза использовал. А зачем это прям так, чтобы прям вот, прям шух, и это самое... Так, как бы нам вот так сделать, чтобы прям вообще был кайф. Рам Овнер. Ну, контроллера у него нет такого. Контроллер, это актор. Дело в том, что... Я-то знаю, как... А, подожди, у нас есть main PC. Что за прикол? У нас залетает main PC сюда. Я тебя умоляю. У нас же main PC залетает. Diver. Get player state. Так вот, мы делаем это Пока player я state. тут с вами обсуждаю версии VS22, то у меня версия VS22 больше не поддерживается. Это как? Оставь коммент на рус и сделай коммент. Потом в хабе попробуй его прочитать. А, короче, шляпа будет. Так, а как? А куда ты в кодировку что поменять будешь? Ну хорошо, я оставлю, у меня получится шляпа. Ну, а как мне эта штука поможет? Если я и сейчас могу это сделать. Типа, просто чуть быстрее будет происходить. Get player state. У нас же и вот он есть, get player state. Вот мы и так уже делаем этот тавер. Вот он, вызываем. И единственное, что это вот сюда вот мы его не добавляем. Будет как в Unreal, когда в нем компилишь, если студия на русском. Ставь на ATF8 и будет читаться, или вообще забей, оставляй комменты на M. Но у меня и так, по-моему, UTF-8 стоит. Не точно. Точно, но... Подожди, нам вот это не надо. Там мы уже делаем. Вот это вот нам не надо. Всё. Ну, этот метод мы удаляем. Переходите на райдер. Фу. Осуждаем. Осуждаем райдера. Windows 1251 стоит по умолчанию, можешь попробовать сохранить S. По-моему, будет сохранить. А еще чего может быть шляпа, ибо просто может не поддерживать эски символы. Ты пофигу, что там за кодировка. Это так, просто это сам. Стоит, не стоит. Пусть стоит. И мне, тем более, короче. Еще может быть, либо просто может не поддерживать. Может быть. Ну, короче, добавили, значит, круто, все. Дополнительный кнопочек. А что там интерфейс еще говорил? Интерфейс по поменяли. Что именно там? Сильно его передрючили? Или как? Или куда? Пленески эйнонески. Установил заклинание. State. Подожди. Солидно смотрится. Райдер теперь как бомжовский. Ха, сюда. А когда будет? Когда она будет? Ну, типа для этих. Я уже ну, начал этих. возмущаться по поводу Аски. Ну, для этих, для нас. Ну, для этих, как сказать. Ну, для этих, короче, Раздер для... соси. Да. Так. Это вот. Pointer.
Или он main PS идет, а не player PS. Player PS тупо даже. Так можешь две поставить, потестить, они как два отдельные проги идут. Не-не-не. А так, наверное, не скоро. Ну, я подожду тогда. Не, потестить что толку-то? Зато Райдер сам знает, где надо ставить скобки у методов. Так он тебе копал тоже Значит, все мы знает. Райдер Соси не осуждаем, а другое осуждаем. Да. Да, совершенно верно. Вот такая вот одна двуличность. Вот, видишь? Что-то осуждается, а что-то не осуждается. Так бывает. Бывает. Remove all он делает. И теперь он должен всего лишь взять его и привязать к нему. Coins change. Фембей Сити. Осуждаем. Ты чё, Дендеракл, осуждаем? Все твои слова осуждаем. Прекращай баловаться. Так. Старт. Зато Райдер жрет много и бабки просит как транжира. Да. Райдер это ужас. Мейнхуд. Значит, мы Абсолютно согласен с Дендераклом. осуждаем вас двоих тогда мы. Всё. Я вот думаю, просто может быть мы вот этого PS Player State сразу в Мейнхуд засунем. Он знал о нем. Райдер жрет столько же оперативы, как и Вилузака, а бабки требует только для коммерческих проектов. И я не могу решиться, хочу ли я в Мейнхуд его засовывать. Наверное, я не очень хочу, потому что получится так, что у нас этот самый, контроллер должен У меня контролировать бабки этот. чуть ли не за открытие требовал. Нажимаешь, 2 раза кликаешь, короче, по проге, а там графа с этот самый, введите карту. Типа, понял? За каждое открытие. Кстати, надо дать идею для Unity. Они же там хотели этот самый бабок все срубить. Ну вот, кликаешь по редактору, тебе введите карту. Чпок сразу, вводишь карточку свою и снимает там Кстати, 20 Магнус, центов. Все. ФБС ведь был некоммерческим. Ты мог его на Райдере написать. Ну, по итогу, но я-то хотел его делать за бабосики. Зачем мне вот эти вот истории, что, мол, типа, ладно, я бы там в крысу еще сидел, делал, да? Еще одна история. А я-то не в крысу сижу делаю, я-то как бы... Зачем мне Райдер? Вот скажи мне, пожалуйста, зачем он мне? Чтобы что? Чтобы что? У меня Райдер после установки вообще не напоминал про бабло. Смотреть на оперативку. Это последнее, на что стоит смотреть, там как и с антивируской, раздуваться для оптимизона. Ну, оперативка, да, но сколько занимает, это такое дело. Чтобы удобство. Чтобы понял, чтобы удобство. Так это тебе удобно. Нет, неудобно, может быть. Дайте мне тут решение принять волевую. Буду, где у нас еще будет это все происходить. Если в Мейнхуд. Просто там какой? Там получится путь большой. То есть мы вначале повесили сейчас в контроллере. Контроллер как бы Player State слушает свой. Хорошо, он просто послушал его. Что-то там произошло. Он потом идет в Мейнхуд. Перед этим нужно сделать проверку обязательно. В Мейнхуде нужно обратиться к виджету, который должен что-то сделать. Кнопочки были красивые. Я в 2024 Райдер качал. Он мне дал пару дней попользоваться, а дальше как стример говорил. Кстати, Кнопочки были красивые. Райдер мне это, свой конечно, копилот да. предлагал. Правда, не уверен, что он бесплатный.
Новочки это да. Но видишь, тут как бы инсайдерская информация о том, что визуалака новая будет. Вот сейчас ждем. Там вообще все изменится. Там будет вообще прям секс. Короче, мне вот этот путь не нравится. То есть, который будет происходить. Длинный путь. Но мне нравится то, что у нас четко контроль. То есть, если мы хотим... Ну, то есть, делегаты Player State вешается на Секс-бомба. контроллер. Типа того. Визулака опять потребует качать 50 гигабайт. Да, хоть 100. Хоть 100. Вообще, визуалака One Love. И ради нее на все готово, все. Короче, с точки зрения того, где располагается, мне нравится. Мне не нравится вот эта вся история, что нам придется делать путь. Длинный путь. У меня Очень длинный. 1020 гигабайт визулака занимает. У меня все исходники моего проекта весят 300 килобайт. Что-то какие-то у одного визулака занимает, у другого этот за нее. Че вы это самое? Все происходит. Это движок 100 гигабайт, в воскресенье так много не может. С точки зрения биональной эрудиции. Биональная это как? Биональная эрудиция. Можно поинтересоваться, что такое биональная? Хотя с другой... Биональная. Понятно. А с другой стороны, мы всего лишь один шаг пропускаем. По-любому мейнхута должен будет спрашивать у этого, у все равно виджета. Ну ладно, оставим, хорошо. Давай оставим main-PC. Main-PC здесь мы повесим в private хочу void coins changed in coins. Вообще красота. Я потерял делегат. А его здесь и не должно быть. Делегат вот здесь вот. Ин 32, да. А где еще был один делегат? Да с какого лешего-то с маленькой буквы? Ты дурак, что ли? Подожди. Я где-то еще один делегат прошлепал. Который неймы проверяет. Для enemy там надо. Там все хорошо. Там. Ну, enemy характера, вот он. Там все как надо. Дес. Не, подожди, он Дес. Ему нафиг не надо имя. Потому. Enemy характер, вот этот он Дес, ему не нужен. Зачем вам передавать, если эти привязываются только к своим enemy? То есть он же привяжется только к своему enemy у каждого. Там-то он привязывался, мы не знали, какой нам надо было находить, а здесь Потому каждый к что он своему. смерть. Вот такая вот история. Хорошо. На NPC coins changed. Чекпоинтер, main hood. Set coins. Ну, наверное, не set coins. Ну да, он же общее значение принимает. Значит, update. Update coins. Int 32. Coins. Вот такая вот будет. Coins. Ну, это из мейнхуда. Из мейнхуда доставаться будет.
оставаться. С другой стороны, мы-то можем вообще привязать его в этот. Именно здесь. Viewport. Можно сделать еще checkpointer. Get player state. Вот здесь main PC, on coins. Да, но не совсем. Мы же можем сделать вот так вот. Date coins, которого еще не существует, там прям без этого надо. Но это не то, сейчас проверим. Где у нас мейнхуд наш? Вообще пустой, свежий прям. Облик. Date coins хочу. Date coins. Это не совсем так. Мы должны с U. Не, как же мы это делали? Подожди, как мы вообще передаем сюда именно не через как класс, а через из объекта вытаскиваем? Или через входящий параметр так не получится? Ладно, хорошо, не морочим себе голову. Без вопросов. Не помню, но это не проблема. NPC, player start. Хорошо, мы его отвязали, передали. Это я молодец. Date coins. Что ты тут делаешь? Все. У нас есть update coins. Ну, дальше он должен будет, естественно, проверить вот эти свои виджеты, которых еще не существует. А ну-ка, F7. Проверить виджеты, которых не существует. И, если что, задать set текст. Сделать так, где у нас ошибка? Enemy Des. Main planner start. А main PC. Так, а что ему не нравится? Или я не объявил его Enemy Des? Вот Enemy Des все есть. Что не нравится. Он же сейчас одно значение принимает, да. Точно. Тише. Все, есть контакт. Погнали в мейнхуд. Сейчас создадим быстренько этот самый. Поймем, что нам надо. Но, скорее всего, класс надо создать именно кого создать? Так, не тот UI. Мейнхуд, вот он, красавчик. Уже. Кого создать надо? Надо создать отдельное, которое будет за coins отвечать, то есть виджет. И в нем все реализовать. То есть, короче, user виджет. Типа как coins. Сделать. Coins. Вот по-хорошему бы именно вот этот coins, чтобы привязался к делегату PS-ки. Это единожды.
Может быть, мы сейчас как раз-таки сделаем метод, который возьмет и привяжет именно coins, потому что это более правильная история, чем нам вот этот путь всегда делать. Мы на begin play. Ну, точнее, виджет у нас уже создался. Он сделает эту всю проверку на begin player контроллера. То есть, когда виджеты уже существуют, он забирается вовнутрь... Стример лежит и отдыхает. Да. Он забирается вовнутрь этого виджета. И там уже происходит привязка и отвязка. Вот. Ну а во всем остальном, если что-то надо, остальному он тоже они берут и привязываются к этому Coins Change. Тогда нам не надо будет постоянно... Ну, вот этот путь ему не надо будет проходить, что гораздо быстрее. Так. Слушай, ну у тебя 3 из 3, Дендракл, 3 из 3. У тебя пока не повторялись. Сколько стрик будет? Ну, 3 из 3 не... Ну, в смысле, 3 раза юзнул, 3 разных кота. Сколько будет стрик? А? Не повторяющихся. Виджет. Прекращаем. Так, паблик. За большой стрик будет супермодерка. За большой стрик давай 10 из 10 и супермодерка. А у тебя мейнхат от чего наследуется? Ибо не похоже, что он у тебя от ахат. Мейнхуд это виджет. Я вот той фигней не пользуюсь. Это лишняя какая-то прослойка, она зачем мне надо? Ага, значит, не в этой жизни. То есть, чтобы мне... Ну да, не... Не, ну ты вот попробуй сейчас еще разок. Может быть, еще будет, понимаешь, ты ближе будешь к этому. Смотри, 4 из 4. Ты что? Это ты что вообще? Так вот, зачем мне вот эта прослойка в виде у того этого? Он же... Ну, допустим, тебе надо все равно, чтобы получить к нему доступ, тебе нужно обратиться к контроллеру. Из контроллера достается этот худ, а из него уже достается виджет, который ты создаешь. И потом уже все дело. Зачем мне он нужен? Он, ну, типа, хранилище для чего? Вот эти вот лишние прослойки. Чтобы что? Если весь его функционал может обычный виджет, юзер-виджет перекрыть. Я просто не очень вдуплил его. Я пытался, но я не понял его фишку. Мне просто дополнительный шаг появляется. Так, вот здесь я, наверное, добавлю... Или я ничего не добавлю, просто его сюда засунуть. Или не просто сюда засунуть. А какую ему попучку ему создать? Как назвать попучку? И ты решил сразу, нет, Дендракл сразу не работает. Это надо подождать. Там же КД. Худ может быть удобен, с ним легче скрывать, показывать элементы разных виджетов. Там тоже своих приколов полно. Ну так я это и делаю с помощью своего main HUD виджета. Но он контролирует все виджеты. То есть у него вот этот список весь Фишка контролируется. в том, что его можно получить из любого места как гейм-мод или инстанс. В смысле, из любого места. Я виджет юзаю для дебага. 5 из 5. Дендракл, ты близок. Ты близок. Ты супер близок. 5 из 5. 5 из 5. Представляешь, 5 из 5 жесть. Так, стоп, у меня коты разные, все. Ну, так они рандомные. От Дендракла 5 из 5. Ну, типа он 5 раз юзнул и 5 раз этот самый. И 5 разных. Ты с ума сошел? Даже если будет 9-9, то шанс не провалиться будет 10.
Чего? Помидор? Что за помидор? По поводу этой фишка в том, что ее можно получить в любом месте, как геймод или инстанс. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, сейчас все посмотрим. Я не знаю, как текст назначить, как вот coins. Coins. Ну пусть будет coins. Я пока хз, как сюда вот здесь будешь находиться. О, 6 из 6. 6 из 6 Дендракл. Это, ну, это прям успех у тебя идет. 6 из 6. Ты понимаешь, какой шанс это? Как, ну, типа шанс того, что 6 из 6 будет этот. Это просто жесть. 6 из 6. 6. Шесть из 6. Ужас. Как тебе везет. 10 из 10 это он займет место стримера. Да-да-да. Да-да-да. Это супер модерка будет. Я, кстати, не знаю, как она вообще дается тут. Оно. Но... О, тут можно все твои сообщения просмотреть, как удобно. Ну тут шанс был 50. Сейчас уже 40. Аттер. Так, можно просто забанить, дать тайм-аут, чтобы не выиграл. Подожди, а как не тайм-аут, а типа ignore user. Details. О, user ID есть. Ладно, это, наверное, через ютубовский надо делать. Сюда надо. Удалить, перейти на Г, закрепить, пожалуйста, удалить время, заблокировать, удалить. Слушай, тут нет такого. Ну, давай, что там? Все. Все. А ты уверен, что так хочешь папку назвать? А то я в свое время папку с виджетами назвал блядской виджете, и теперь я, когда подключаю виджеты, попрописываю этот П. ГГ. Coins, то, что хочу назвать, да не уверен. Я не уверен, что вообще там надо папку называть как-то. Ну, Coins V, допустим, я хочу назвать, потому что это не папка, это сам виджет. Ну, типа, что это Coins, виджеты. А вот сама папочка, я вообще не уверен, что она мне нужна там. Короче, пока пусть не надо будет, потом надо будет. Это не проблема. Это минуты 2-3 занимает. Ты, конечно, название для VGT. У меня еще и класс персонажа в основном проекте Санек. Санек. Это уровень. Это... Coins V, Create класс. Все, погнали. Дендракл проиграл. Кто еще будет играть? Кто хочет? Но это ютубовских касается, конечно, супер этих. Надо 10 котов подряд выбить. Разных. 10 из 10 получить. Надо, короче. И тогда будет супер модерка. Так, ну первый пошел. Александр Железный Кулак. Вот такого, кстати, не было. Вот Дендраклу такого бы кота и все. Было бы счастье ему. Делдак. Непонятно, что ты там написал, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Так, потом... Когда Илда. Когда елда? Ой, я не знаю, когда елда. С елдой тяжело. Во-первых, мы давно в нее не заходили, я уже не помню, как играть в нее. А во-вторых, Дилдак. я не знаю, что это такое. Что это такое, без понятия. Там когда не так часто. Надо это прописывать. Плюс елда, это же надо... Я, кстати, на канал даже не заходил. Может, я уже популярен там. Я на этот канал не заходил. Я не знаю, может, там кто-то комментарий оставил. Там сказал, классно в Elden Ring играешь там. Или ты как шляпа играешь там. Я не знаю. Дилда — это имя главного антагониста Джоджо. Вот хорошо, что я не смотрел ваши всякие. Ха это, короче, резиновый ха. Я не знаю, что это такое. Я не понимаю тебя. Так.
View property. Blueprint read only. А я так и не проверил, кстати, можно ли вытащить. Подожди, говоришь, можно вытащить, да, допустим, отовсюду. Ну давай. Ну давай, вот, блин, виджет тут надо. Вот, характер, давай. Get Член Main. резиновый, или ты тоже не поймешь? hood осуждаем, я не знаю, о чем ты. Main hood. Нету, нельзя отовсюду вытащить, смотри. Get hood. Или как он вытаскивает? Каким методом он вытаскивает с дефала? Потому что вот я с характера пытаюсь вытащить. Вот у характера нет такого метода hood. Get hood или просто hood. Нет вообще такого. Или то, что в блюпринтах. В блюпринтах понятно, потому что там через геймплей То, статикс что у всех вытаскивается. мужиков между ног, но оно резиновое, и женщины, когда нет парня рядом с ним, развлекаются. Я не понимаю тебя, я не знаю, что ты пишешь, осуждаю тебя. Какие-то эти самые всякие. Почему из резины обязательно? Чего оно резина? Откуда ты знаешь, какое оно? Вообще. Еще рано такие вещи. Потому что это эталон. Куда ты знаешь, что такое эталон? Что именно это эталон, вот так вот. Зачем стримеру психику ломать? Да, не Ему надо. всего 16 лет. Вот именно. А вы мне психику ломаете. Текст. Блок. Хотя у меня на женщин поднимался еще в 5 лет. Время полезной информации пришло. Кулак. Осуждаю. Ой, вот это, конечно. О. У меня в 4, и мне тоже 16. А эталон — это резина короче, вижу, что стример люто троллит. Ну, а ты ведешься? Видишь, как получается. Из контроллера GetHoodCast. Нет, из контроллера да, но ты сказал, что отовсюду. Из контроллера я знаю, что GetHood. Вот в том-то и прикол, что мне нужно, чтобы, допустим, получить mainHood, мне нужно забираться к моему контроллеру. Во-первых. Вот он, забираться к нему и не просто достать из него, а мне нужно из него достать именно тот mainHood, достать mainHood, а потом на него уже кастануть, а не сразу на контроллера. Осуждаю. Давайте вы тему как-то, ну, это самое. У меня из 4-летнего возраста воспоминания только о том, как я деда доставал. Так, не будем шутить. Короче, вот этот путь делать. Зачем мне дополнительная ступенька? Просто если отовсюду, то это значит, что отовсюду. Вот у меня есть характер, и я из него получаю. А если как бы нет, то в чем смысл мне? Void update coins. Но мы этот void оставим, хорошо. Ну так можно же из любого 8 места получить get-контроллер. Ну так я и А свой... дальше по схеме. Ну, так я и свой mainHood могу получить тоже с контроллера. Зачем мне ступенька дополнительная? Вот в том-то и прикол, что контроллер мне в любом случае получать. А потом с него мне доставать дополнительный класс. Зачем мне дополнительный класс в этой схеме? Если я все равно и то достаю с контроллера. Зачем мне дополнительный класс? Можно мне пояснительную бригаду вот в этом? Void init. Init coins widget. Вот так вот сделаем. Тут не будет ничего все понимать. Хах, а у меня как мне подарили игрушечный кран. Как к Саеду на причал лазили купаться, ибо у нас было глубоко, и как мы там у недр песочницу открыли, и там кучу ужей было, и мы от них удирали, а и как мы на... Лишнее.
Но я хз, я им не пользовался, но как будто в худ-классе можно логику хранить и все ссылки на виджеты. И вы, Моторки как будто в катались по худ-классе можно водоему, логику а он большой, хранить, и ссылки кстати. на виджеты. Ну, так у меня-то худ как раз-таки пользуется этим. То есть то, что вот этот виджет главный, он хранит все ссылки на виджеты, в которых внутри него есть они. И он ими руководит. То есть в основном виджете все находится, все остальные виджеты по иерархии дальше. Вот вот у меня почему и это самое, как его, непонятки, потому что я не понимаю, зачем лишний путь вот этот вот весь. Зачем его? Зачем он мне? Чтобы что? Что еще такое? И Netcoins он должен будет взять и привязать... не, подожди, он принимает в себя... main PS он принимает в себя, представляешь? Player state... main PS он в себя принимает, и представляешь? О, ужас. О, ужас, что он в себя принимает. И он достает вот этот main PS. Main PS. Он coin change, add update coins. Вот это вот история. Ой, set text. Text as number. Coins. Так вот. Текст, апдейт текст. Все, есть coins V. Теперь main hood. Он должен сделать property. Я вообще хотел то, что мне предлагал этот. Вот это вот сделать. Ucoins. Ucoins. Виджет, coin, виджет. Coins, виджет. Класс есть. Main hood ему не нужна. Init coins, наверное. Будет void init coins widget. Четко, давай. Мне не дашь, да, его? Там убрать. Подставить. Это подставить. Какой нафиг класс? Прекращай баловаться. Так, coins widget. Включить еще дополнительно. Init coins widget. Main PC есть. Теперь контроллер. Player контроллер. Вот тут вместо вот этого всего и вот этого всего он всего лишь берет и передает в него этот самый main PC передает в main hod. Main hod. Init coins widget main PC. Ой, точку запятой верни, все, вот так вот.
Пу-пу-пу. Пу-пу. Пу-пу-пу. И вот это будет куда лучше, наверное. Наверное, чем что-то еще. У нас также есть Protected Virtual. Что, точку запятой поставил? Virtual Void Native Construct и Virtual Void Native Destruct. Ну, Native Construct пока пусто. А вот Native Destruct там пока не пусто. Ну, супер, разве что. Супер. Native Construct. Здесь супер. Тихо, что? Есть контакт. Native Destruct. А, он-то не знает его. Опля. Опля. Значит, надо записать его. Значит, надо записать. Так, это ее property main PS. Main PS. А в Java деструкторы удалили. Говорят, разрабы из-за них делали кучу багов. Это как? Коротко о том, как важно понимать принцип работы указателей. Это типа, что, они вообще не понимали, как они работают, поэтому там кучу проблем у них было. А я точно не помню, что именно за баги. В теории все. В теории у нас все, мы сейчас должны подключить его, указать, сколько enemy дает золотых. И у нас должно отображаться. Знаете что? Я бы сделал перерыв, потом проверка. Как вам идея, а? Давайте перерыв 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? Джависты никогда и не понимали указатели. Oracle тщательно скрыл их функционал. Ну и правильно. Так, все, перерыв. Так, продолжаем. Так, понятно, что нам надо coins V сделать. Coins V. Только нам надо блюпринтовый обязательно. Давайте вот здесь вот. Coins V. VBP Coins. Так, хочу Horizontal Box. Хочу, чтобы он был wrap with border. В нем хочу видеть текст. Начнем с обычных текстов. Хотя, может быть, уже надо было этот текст поставить. Ну ладно, если что, потом поменяем. Текст 1 и текст 2 хочу видеть. Ну, естественно, что? Правильно, один из них coin текст должен быть. Coin текст. Текст, хорошо. Значит, fill. Значит, fill. Но вообще не fill. Так вот должен быть, наверное. Так, desired. Потом border. Border padding убрать. Brush, я не знаю, вот такой.
такой вот сделать. Половину прозрачный. Так, сам текст 20 хочу по центру, пожалуйста. 20, здесь надпись coins. Coins по центру. Так, сам текст давай слева будет по центру. Тоже 20. Давай все. Тут болт италик. Coins. Красиво, мне нравится. Замечательно. Еще лучше стало, вообще отлично. Border. Ну, допустим, где mainhood? VBP. Coins. Вот так вот. То на 60 40 тоже много. Ну там 20, потому что сам текст 20, значит 26 сверху чуть побольше получилось. А поэтому 80. Хотя он должен быть size to content. Для джавистов было сложно. Ой, ты на этот отвечаешь, зачем убрали деструкторы. Так, коинсы. Я не знаю, где коинсы поставить. Пусть пока здесь побудут коинсы, окей. Значит, Анхар сюда. Кэт. 5 точек. У тебя почти получилось. Ты хочешь заново выбивать? А, ты уже просрал. Это только что был у тебя. Получается, у тебя пока один из одного. Так, давай, минус 100. Хочу 100. Минус 100. И минус 100. В смысле? У меня новый трай. Забей, я не хочу объяснять, как именно я посчитал, но окей, у тебя один из одного пока. Ой, 800, подожди, нолик лишние, 80 хочу. Так, компайл не подошел, потому что coins widget. Виджет, все есть. И по идее, нет, по идее еще ничего не готово, потому что мы не дали... Нет, не дали enemy. Enemy yes, мы не дали дата У одной из asset. куриц гребешок напоминает шляпу Гудхантера. Молодец. Coin rewards. Давай coin rewards ставим 10. Давай не 10, давай 8. Вообще обалдеть. Ну, вообще хочу 2. 2 хочу. Вообще 1. Ибо нефиг, это самые донные мопцы. Resistance cold. Тут не 33, 10 поставить. А классно смотрелось бы в Hot Main, в Hot Base и т.д. VBP Hood. VBP Hood Main, VBP Hood Base и так далее. Widget Blueprint Hood Main. Base. Не знаю, может быть. Так, мы ставим башенку. Давай еще одну ставим башенку.
Ну, у нас коинсы не... Ну, коин сдается, да, это здорово, но... У второго как бы виджет вообще отсутствует. В плане этот виджет отсутствует. То есть этот дает коинсы. Тут у нас все работает. Оно все работает, он дает коинсы и все хорошо. Нет, хат меню, хат гампелай, а виджеты, меню, инвентарь и так далее. Вот, видишь, это так. У каждого по-своему. Подожди, или нам надо дальше, подожди. Я что-то затупил, нам же надо киллы сделать. Да, вот киллы делаются. Ничего не дается. Виджет не был создан. Почему виджет не был создан? Player контроллер. То есть он виджет создал, но он его не создал. У меня вопрос, почему? Initcoins виджет. Потому что вот этот initcoin виджет произошел только на сервере. А нам надо, чтобы он произошел везде. У всех, получается, initcoin виджет, что ли? Или подожди, виджет это существует только локально, правильно? У них нет вот этого вот сервер, не сервер. Верно или неверно? По-моему, верно, как мне говорили. Ты создал, а я удалил. Ай, ты все. Есть команда, кстати, на вот этот, типа... Привет, можешь пожелать мне приятного аппетита. Я кушаю суп вкусный. Молодец. Приятного аппетита тебе. Вкушай вкусный суп. Это ты молодец. Ну в майне худ только на клиенте существовал. Ну, майн это Спасибо. хорошо. Пожалуйста. Initcoins widget NPC. Мы передали. Есть подожди. Есть вероятность, что вот это вот нульпоинтером является. Не, а с чего это нульпоинтером у него является? Мы его не проверяем нигде. Ну да, я еще раз на логи посмотрю. Main PC begin playing line 16 и main PC begin playing line 34. 16 и 34. Все запомнили. 16. 16. 34. Налоги посмотришь, ты казначей. Да. И 34, то есть он не получил player state, получается, и все как бы. Езю и Крилан, ты бы рубашку погладил. Что это такое вообще? Это что-то какая-то супер локальная история или что за рубашка? Ничего не понял, но все равно это вы там между собой. Контекст. Маппинг контекст. Local player. Но он не сработал только у одного. Дело в том, что get local player, get player state, get у него нет такого, да, get player controller. Так то толку он туда-сюда будет гонять его. У него должен быть доступ. Я тогда ничего не понял.
Ну, короче, что мы делаем, правильно? Что мы делаем? Мы вот это вот делаем. Вот это вот делаем. Так вот сделаем. Где? Почему я создать сервера? У клиента он является появляется не сразу при бегении. Он говорит, что, мол, типа, он еще не успел отправить информацию. Оу. 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 У Player контроллера есть виртуальная функция, которая вызывается onRep Player State. onRep Player State. Ты понял? А ну-ка, Virtual Void, Main HUD, Main PC, Main PK, Virtual Void, Main on. Ну да, он же мне не подскажет его. Rep Player State. Он вроде ничего в себя не принимает. Он Rep Player State. Override. Подожди, а coins change мне не нужен здесь. То есть есть вот такой вот метод, и который вызывается, когда player state доехал до клиента. То есть появился player state. Привет. Называется. Я вот это вот скопирую. Сюда вот ставлю. Нет, не надо ничего делать, это я случайно нажал. Main HUD player state проверили. Это убрать, это оставить, это удалить. Удалить и удалить. Так вот. Эва, ну чё, Михалыч, ты понял, да? То есть он не доехал еще. Ну и супер, надо, кстати, сделать. Подожди. О как. О как. О как. NPC, а ну-ка, подожди, вот это вот нам не надо уже на этот самый. На endplay. На endplay нам это уже не надо. Так, ну дубль 2. Дубль 2. Давай тут не ставим coins. О, coins появился, смотри. Ну, ставим. Пиу-пиу. Пиу-пиу. Коинсы не даются, отлично. То есть он их не выполняет. Почему он их не выполняет?
Так, почему он их не выполняет? То есть это мы поняли. Он пока доехал. Хорошо, он доехал. Он получил этот самый, то есть он работает, все здорово. Что происходит при килле? Kill. Кто у нас подписывается? У нас main PC подписывается, правильно? Вот этот, он enemy. Вот эта вот штучка происходит. Coins changed. То есть enemy не вызывается, что ли? Add enemy main PC. Main PC не вызывает его, что ли? Или как это происходит? Не, вот, вызывает. Да, так, coins 13, то есть он считал, все правильно, все это время он считал. Он coins changed. Он вызывает свой бродкаст. То есть, типа, привет, называется. Он coins changed. А кто у нас подписывается на он coins changed? У нас подписывается наш on coins changed. Вот он. Update coins. Вот, он нифига не вызывает его. Теперь у меня вопрос. При создании он вообще вызвал? Опа, и этот уже не работает. Прикольно, прикольно. Прикольно. Уже и этот не работает. Хорошо, давай заново. Ага. Это первый вызов пошел. Continue нажимаем. Второго вызова не было. Должно было быть 2. Почему второго вызова не было? Потому что только этот вызывает. Сейчас. Мейнхуд уже проверен. Вот эту часть надо скопировать, сюда вставить. Обязательно. Тогда вот так вот сделаем. Clear state. Вот такая вот история. Хорошо. Так, первый раз сработал. Второй раз сработал. Все, теперь все верно. То есть все. Все, теперь окей. Он 2 раза сработал. То есть он его подвязал. Update coins. Мы поставили 3 башенки. Update coins не происходит. Мы зашли сюда, поставили 5 башенок. Update coins происходит. Опа. Почему? Так. Почему вопрос? Мгм. Вопрос, однако, интересен, но непонятен. То есть вот этот считает, этот не считает. То есть это вообще пофигу. Сколько там его. Хотя он их считает, он их просто не обновляет. То есть он учет ведет верный. Но он его не обновляет. Ведет верный. Сейчас давай спросим у ГПТ. Так. Стоит вот так.
Да, это тебе логика связана с тем, что где именно меняет значение, как оно доезжает до клиента. У тебя делегат плеерса, и ты его дергаешь, но срабатывает только на себя. Причина в том, что делегаты сами по себе не реплицируют. А почему здесь репликация? На клиенте они вручную вызваны только и ты вручную вызван бродкаст в его локальном объекте. Но если ты меняешь, например, coins только на сервере, то без on-rep значение не изменилось. Свойство on-rep. Player state добавляешь и property on-rep coins. Function on-rep coin broadcast coins. Он мне предлагает именно сами эти сделать. Сервер меняет coins, Unreal сам реплицирует его клиенту. On-rep ты сам вызываешь делегат, виджет обновится или через net multicast. То есть он мне предлагает вот этого вот товарища player data, где происходит сделать replicated, во-первых, а во-вторых, чтобы это все работало, нужно сделать вот эту вот часть Ctrl-C. Она в паблике была? Да, она в паблике. Виртуалы сверху будут, наверное, я не знаю, пусть будут сверху. Виртуалы. Делаем виртуал. Вот сюда вот делаем вот так вот. Потом обязательно вот эту часть нужно сделать. Без этого не понимает. Это вот обязательно. И вот это вот. AirData. Все. Давайте перезапустим, и будет уже третий раз. Будет третий. Дубль третий. Значит, coins есть. Ставим башенки. Пью-пью-пью. Ничего не работает. Хорошо. Если меня это смотрел сам реплицирует, нет, это не поработало, не получится. Делаешь именно события без хранения значения. Сервер вызывает мультикассу coins всех клиентов. Не-не-не-не-не, тут у каждого свое должно быть. Ты чё? Не-не-не. Работает только на сервере, потому что клиент не знает об изменении значения. Правильный вариант хранить coins. Он не понял. Он не понял сути вопроса. Надо ему подробнее объяснить. Я написал, не спросил.
теперь все нормально. Давай, отвечай. Вайгап, ты правильно сделал с делегатом, но тут затык силы реплика. Почему апгрейд только на делегат? Он не реплицирует сам по себе. Он сработает только в том контексте, где вызван бродкаст. То есть, если монеты меняются на сервере, ты дергаешь онкоин бродкаст с него, это событие вызывается только на сервере. Клиенты это не услышат, как решить. Нужно заставить клиента тоже узнать про изменения. Есть несколько способов. Player state on broadcast. Replicated used on rep coins. Чего? Что? Осуждаем вайп-кодинг. Осуждаем вайп-кодинг, да. А вот это что я тут делал? Гетовнер. Подожди. Что он мне посоветовал тут сделать? Рэп coins. Replicated using какой-то тут. Смотри, replicated using. Почти получилось. Using equal. И вот сюда вот прописать этот самый. Ну, типа, я не знаю, как. Он он апдейт. Он апдейт coins какой-то, типа такого. Создаем метод. Мне ГПТ сказал, что так нельзя делать веб-кодить. Вайп-кодить? Ну, правильно, вайп-кодить нельзя. Ну, а что ты подразумеваешь под вайп-кодингом? Там как бы есть четко это когда вот это происходит. Ну ладно, я сейчас в этом. Когда вот так отклацаешь, он тебе предлагает что-то вставить. Там, хера что-то вставил. Потом взял, спросил у него Ctrl-C, Ctrl-S компилировать. Это прям, это шляпа полная. Вот это вот, представляешь? Ой, что я сейчас сделал? Подожди, я не то, вообще не оттуда взял. Вот это вот история. Чуть, мне кажется, это работать не будет. Это фигня какая-то. Не верю. Replicated usage, что я вообще не понимаю, что это за магия. Если честно, не знаю, слово просто нравится. Видел много в ютубе роликов, где оглавление «Вайп-кодинг делает вас тупым». Но вайп-кодинг, это же есть вот эта вот история, когда ты просто берешь и... U-function должен быть обязательно. U-function. Это же с курсором вот этим вот появилась эта вся фигня. То есть ты его спрашиваешь там, допустим, как написать какой-то метод. Он его пишет, этот метод. Смотри, сработало. Нет ошибок. Он пишет этот метод. Ты его берешь, типа, применить. Он его применил, ты его компилируешь, запускаешь, работает дальше. Какая у тебя задача? Ага, тебе нужно там пофиксить баг. Ты ему пишешь, пофикси мне баг вот этот. Ctrl-C, Ctrl-V, ну, условный. Запускаем, смотрим, работает дальше. Ну, вообще, не читает, что там вообще. Не читает, что там. И вот это вот оно и есть. Так, а ну-ка. 1. Оно работает. О. А почему он работает?
8, смотри. Девять. Ну, давай тоже поставим башенки. Уже фармить надо золотишко. А теперь у этого не работает. А, а. Теперь у этого не работает. Хороший, 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 хороший. Качественно все. Хорошо, давай попробуем иначе. Давай вот этот enemy des мы сделаем uFunction. uFunction. Сделаем его... как мы его сделаем? Мы его сделаем... как там? Net Multicast. И там еще какая-то фигня была, чтобы он сразу дошел и не сразу дошел. Как она там? Reliable это чтобы сразу дошел. А не reliable, как там. Unreal или был вот этот вот, что ли? If it is dedicated over network, but can fail do it. Вот unreliable. Вот так вот. Идет. Implementation. Update coins у нас в помойку идет. А также у нас вот это в помойку. Давайте дубль 5 уже будет. Какой? Дубль 5. То есть, если я вставляю генератор боди в класс и не знаю, что оно делает, я вайп-кодер. Не. Это если ты не макросы хреначишь, а у ГПТ просишь его решить задачу и его решение, не глядя, вставляешь. Вот ты вайп-кодер получается. Так, и вот мы в помойку отправились. Similar calls. Ну, пропустишь? Нет, ну это все. Нет, не все. А, это все, давно схлопнул. А, это успех. Да я в замешательстве. А есть ли вероятность того, что вот этот делегат через этот... Значит, делегейт, динамик, мультикаст, делегейт будет на клиентах, но только если ты вызываешь OnRap или Net Multicast. Но OnRap вот этот, он не работает при использовании, надо сейчас ему сказать, вот этот при использовании. Подожди, вот это я сейчас скопирую, я вместо этого при таком использовании как тут отправить.
Пищенный давай разберем. Когда ты добавил это, ты фактически сказал движку не буду напрямую вызывать делегаты при изменении этого значения. Теперь все должно идти через onRep. Почему у тебя сервер перестал обновлять? OnRep вызывается только на клиентах. Когда пришло обновление, значит не по сети. Значение не по сети. На сервере это событие не вызывается никогда. Но твой делегат перестал триггерить. Как правильно сделать? Давай. Нужно дергать делегат в 2 местах. Обалдеть. Схема работы. Сервер вызывает setCoins. Обновление значения вызвал делегат для себя. Репликация. Я доставляет новое значение клиенту. Клиент это вызывается onRep coins. Там тоже вводится. В итоге серверы и клиенты всегда получают информацию. На сервере всегда руками вызываем делегат setCoins. На клиентах делегат триггерится только из onRep. Я вашу душу. Серьезно, вот это он мне и предлагает. То есть onRep. Да, blueprint. Replicated using. Replicated using. Update coins. Update coins. Буквально вот он мне и говорит, что 2 раза его нужно делать. Здесь и здесь, поняли? Ужас, ужасный ужас, ну это пипец. Привет, а я могу О. дернуть факт по самым часто задаваемым вопросам в чате. Например, Дернуть факт. какую версию движка используешь? Паб. Ну, попробуй. Версию движка, ну, последнюю 5.6 на данный момент. Приветствую. Можешь дернуть. Статистику собрать, да, так сказать. Ну, давай. 5.6 в основном. До этого была 5.5, а до этого 5.4. Фак. Да я понял. Так, ну дубль я уже не знаю, какой 6. Так, Coins считает. Coins не считает. А, не считает. А что он 2 сделал его? Он этот Coins считает. Подожди, он считает эти коинсы. Великолепие. Причем свои он не считает. 1. Да нет. 3, 2. 3. Не, все правильно. 4. Нет, не считает их. 5. Хорошо, давай еще разок. Теперь этот, да, этому дадим. 2. 3. 4. У меня он 5,6 first person template на плюсах не собирается. Файл подкачки просит 128 гигов. First person template на плюсах не собирается файл подкачки. Что значит не собирается? То есть ты проект вообще пытаешься собрать? Или в смысле не запускается, то есть не билдится? Подожди, я что-то не понял, почему с первого раза он дал 2 раза, 2 очка дал, 2 раза выполнился. Плюс он с задержкой такой бешеная ее дает, конечно, смотри, 18, 19, 20. Вообще с бешеной просто задержкой.
21. Подожди, почему он 2 раза дал его? Что за прикол? Он 2 раза его выполнил. Fair Data Coins принимает все правильно. Это значит, что когда я пытаюсь сбилдить проект, у меня все крашится с ошибкой, где указывается, что не хватает памяти для файла подкачки. Так, билдишь. Это означает, нажимаешь F7. И вот это билдишь, имеешь в виду? Или ты билдишь, имеешь в виду это вот это вот? Пакет. Ну, это пакет, скорее всего, ты F7 имел в виду. Ой, я не применил Ага. его. А, нет, подожди, у меня брейкпоинт. Ты сделал... Ну, это ты вот просто вот взял, сделал первый проект, да? Не, Вайт когда билдил. Вот, ты только создал проект, нажимаешь F7, и у тебя он ничего не делает, правильно? Второй раз зачем-то вызвался. Подожди, зачем второй раз? Implementation. Я же net multicast сделал, подожди. Все, я понял, где ошибка. Все, стой, слопни. Вот первый, смотри, вот ты именно только создал проект. Вот только его создал, пытаешься запустить, тебе пишет ошибки, правильно? Или ты его запускал, а потом бац, и понеслась. Что если только вот первый, я знаю, в чем ошибка. Ну, вероятнее всего. А вот если что-то делал, то вот тут уже надо логи смотреть. Тут без понятия. И вот почему Unreliable, вот это вот, там ждет полдня, вот это нам не надо. Вот этот implementation мы тоже убираем. Все так. Создал проект на 5,6 пустой, добавил туда контент для First Person Template на плюсах, пытаюсь сбилдить, в чистом проекте и все крашится. Но это первый, вот ключевой момент, это первый запуск или не первый запуск? Добавил, и что значит добавил контент? Это в папочку контент засунул всякого? Первый. Первый, тогда сейчас поговорим. Блин, ну усы, конечно, все внимание перенимают на себя. А что такого? Если первый, то смотри. Смотри. Ладно, я не буду тут двигать. Тут видно. Находишь свой проект. Вот он. У меня это SBD. Правой кнопочкой. Set as Startup Project. Делаешь. И потом повторяешь свои процедуры. F7, F5. Так. Дубль, я не помню какой. Ставим здесь. Что там за код был? Я не успел посмотреть. Что там за код был? Так, оп, 4. Ну, тут пропущено, надо заново. Заново. Давай. И... Который таращится в вебку. Который таращится в вебку. Ну, получается, пока 2 из 2, да? Так, 2. Ну, слушай, конечно, 3, 4. Задержка, конечно, 5. О, хотя поменьше стала задержка, смотри. 6 почти сразу дает. 7. 8. 9. Пью. 2. 3. 12. Все вроде бы работает. Все окей, да? То есть дает очки, все окей. Ну, коинсы начисляются. Все у нас хорошо. А как это на весь экран-то коинсы? Может их больше сделать?
Вам тут не видно. Опять я их, наверное, сейчас влево отнесу, чтобы вам видно было. Я твою душу шатал, конечно. Почему второе окно не запоминается? Мне так не нравится. Второе окно не запоминается. О, 3 из 3. Дракл, давай, я в тебя верю. 3 из 3. Так Андмарс тебе помогло то, что или ты потом будешь тестить? Или ты уже потестил и вообще уже в офиге от получившегося? В восторге. Проверяю. Давай, давай, интересно, что там получится, нет? Так. Ту-ту. Ищет, оно работает. Так, я влево хотел их перенести. Коинсы эти. Коинс. Коинс, 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 коинс. Кстати, и звук мы можем потом при этот самый, на вот этот coins changed. Блин, changed это ты принимаешь новое, то есть это всегда, когда changed будет, это не плюс. Тут надо, типа, мол, на увеличение, когда на enemy des привязываться. Можно привязаться на enemy des. Хотя не, надо другой будет создавать. Ладно, дело такое. Где у нас майнхуд? Ну, давай слева. Position 100. Минус 80 просто. Ага, 10 раз. Минус 80. Все, вот так вот. Будет здесь. Ну все, прикольно, прикольно. Маленькие такие коинсы ставим. Как ты ее здесь поставил? Опять этот слетел, да? Опять этот, походу, слетел. Ну, окей. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Смотрим. Вроде не слетел. А как он поставил тогда? Тут это немножко съест. Ну, потому что сетка сделана на отвали вот, да. И он там ловит ее. Это просто жесть. Так что ли должно быть? Хотя тут потоньше, ничего не понятно, но очень интересно. Че подгоняло, фу, надо что-то сеткой делать. Что это как-то не очень хорошо. Но у плеера 2, короче, у него плюс. У него задержка есть, зато он может в 2 ряда ставить. И вот так вот, и все. Ну, к сетке мы вернемся, когда башенки будем уже ставить. Андманский король-чародей. Да, он самый. Как коинсы мы сделали, все, мы получаем их. Нужно теперь как-то выборку именно башенок сделать. То есть придумать 5 разных башенок и написать их выборку. То есть вот тут вот хочу тут вот список, чтобы был F1, F2, F3, F4, F5. Слева, где мы будем, ну, F1 нажали, мы ставим одну башенку, F2 нажали, мы ставим другую башенку. То есть мы входим init projectile implementation line 31. Что ошибка была там? Я, наверное, даже знаю, что.
GVT has expired. Интересные логи. Можно сейчас... О, точно. Установка башенки у нас есть. Давайте пропишем, чтобы у нас золотишко-то тратилось. То есть на каждую башенку сколько сделаем золотишко? 5? 5 золотишко требуется. Изначально дается 5 золотишко. Все, ну 5, наверное, мало. 10 золотишко изначально дается. Требуется 5 на башенку. Все, давайте установим. Блин, начальное значение. Там, может, мы захотим поменять. Поэтому вот этот вот player data, где он вообще у нас? Он в game моде у нас делается, правильно? Да, player info data. Player info data. Это происходит всякая грязь. Точка coins equal. Можно, конечно, просто 10 написать, не все. Ну нет. Main game. Game mode. Game mode. Где game mode? Game mode. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, вот этот в private создам uProperty. Edit anywhere blueprint. Blueprint read only. Категория main. Game mode. 32 100 start coins. И мы присвоим их сюда. Таким вот образом. Таким вот образом. Угу. Start coins. Spawn Cube Implementation. Название у нас, конечно, Spawn Cube вообще кайфовое. Spawn Tower. Хочу Spawn Tower. Мы же Tower делаем. Не хочу Spawn Cube, хочу Spawn Tower. Yes. Yes. Spawn Tower. Spawn Tower implementation. Окей. Окей. Дополнительно к вот этому всему он должен проверить, есть ли у нас вообще этот get player state. А мы, кстати, тут не делаем проверку, вот это беда. Main PC, короче, проверить, потом из него достать вот этот проверить. После чего, как он это проверил, он должен будет надо метод писать. Надо метод писать, который проверяет типа has coins. Has coins надо писать. А сколько coins? Что, башенки я, допустим, хочу разные, чтобы стоили. Количество.
Пока он ничего себе, короче, не принимает тогда. Потому что спаун тави, он либо будет себя чуть принимать, либо... А, подожди. Мы когда выбираем, что именно мы ставим... А, нет. Или да. Ну, пока ладно, пока ничего не принимает, пока 5 строго. То есть, помимо этого, он должен будет сделать еще вот такую вот вещь. Здесь проверить main PC, если не main PC. Если не main PC, если... Что это такое? Если не main PC get player state, get player state. Main PC get player state. Has coins. Player state. Has coins. His coins return false. Он должен будет забраться вот этот player data. If player data.coins coins больше либо равна 5. 5. Если больше, то return true. Return true. Что я творю? Есть такая история. И вот тут я хочу тудушку добавить. Туду. Себе сделали. Я закончил чистку. Нужна помощь с кодом? Закончил чистку. Типа, теперь у меня хочешь почистить? Что? И как это понимать? Да не, с кодом не надо помощь. А что? Ой, это в private. Я в protected хотел. Подожди. В private он такой не любит. Да, твой сортир буду чистить от ошметков кода. Молодец. Ты молодец. Спаун тавер. Спаун тавер.
Так, ну, башни он не спавнит, то есть все хорошо. Что Коинсы такое не main.js? дались. У тебя несколько геймстейтов. Ну, main.gs, ну, мало ли я буду наследоваться. Вот так исторически сложилось. Так. Ты меня сбил. Ты меня сбил, мне нужен гейммод. Что значит main гейммод с таким успехом? Ты что же будешь много гейммода создавать? Вот это он и значит, что он самый главный. Ты меня сбил, я не могу найти. Ладно, я тут пойду искать тут его. А зачем ты поле так назвал? Ну, потому что я так захотел назвать. Главный. Вот, StatCoins 10. Сейчас обновление, мне интересно, как будет работать. Что тут 0. И тут 0. Башенку он поставил. 11. 12. Понятно, что он ее не тратит. Только спрашивает. Вот, 11. Все правильно, все сработало. Обновление надо запилить. И нужно запилить этот... И нужно... Проглядел, а ты где виджет инициализировал? В контроллере. Ну да. Инициализировал это создал, подразумевается. Ну, в контроллере, да. Так. Апдейт надо запилить, это чтобы он тратил их. Сейчас я подумаю, подожди. Может переименовать метод has и сразу, типа, если хватает, он его сразу и тратит. Или все-таки одна проверка, одна и на трату. Не, наверное, будет одна проверка и на трату. Мы не будем этот самый. Кстати, в World Setting можно редактировать только некоторые параметры гейммода. ГПТ что-то говорил про то, что это можно изменить. Было бы удобно сделать там поле для выбора дата ассета игрока. Не понял. Get player state has coins. Просто он должен тут от дня не будет ее. Правильно, правильно. Эта проверка нам не нужна уже. Я думаю, да, после того, как мы добавили тайвер, можно даже перед этим. Это не столь важно. Взять его и шлепнуть. Типа Ctrl-C, вот сюда вот Ctrl-V. Будет Рата. Вот так мы не хотим работать, понял? Но зайди во вкладку World Settings, и там ты увидишь, что можешь менять классы игрока, геймстейта, худа и так далее, не заходя в редактор гейммода. Ну да, но это конкретно ты для мира меняешь. То есть это будет именно для этого мира, а не для гейммода в целом. Я-то хотел гейммод в целом. Выезд. Не, выезд сюда не подходит. Трата в другом смысле. Я хотел, ну, типа, что он тратит. Или paytime сделать. Метод paytime. Типа. Плата, это ж pay, правильно? Плата. Фи. Как будет paytime? Придется paytime. Время оплаты.
То, что надо как раз. Это было бы супер удобно, если бы чисто для мира. Но на самом деле оттуда меняется именно гейммод. Ну окей, тут Туру приветствую. Потому это доступно только если гейммод у тебя блупринтовый. Окей. Можно метод pay просто ввести и все, типа. А, оплата это фи. Так, что у тебя? А, не, payment. Payment. Плата это фи. Наверное, не так понял меня, что я хочу от него. Значит, payment. Tower payment. Давайте, Tower Payment. Мне нравится название Tower Payment. Main PS, Tower Payment хочу. Add Towers, Add Player Tower. Has Coins. И тут хочу Void. Void. Tower. Pay, как там? Вот не додумались ёпики сделать сохранение настроек гейммода отдельно для мира. Да, не додумались, видишь, какие они. Tower Payment. Так вот сделаем разделение просто, чтобы, короче, так надо. Виджеты пониже, виджеты в макросы. Повыше, Time Payment. Но благодаря Уринал Йонджину я понял, как должна быть устроена архитектура движка. Это поможет мне в написании своего. Когда ты уже приступишь? Чем раньше приступишь, тем это самое, тем как быстрее кончишь. Понимаешь? Так, это payment. Мы засунули сюда. Тавер. А жить на что буду? В смысле жить на что? А у тебя... Или ты хочешь вот этот Dark Souls, типа, как... ну, себе этот... Сделать подушку финансовую, чтобы она тебе денежку приносила, а потом уже... это самое, делать свой движок. Зачем вообще писать свой движок? Какая цель? Для себя, просто чтобы разобраться. Или надо быть как тот бомж-блогер, который с ноутбуком ходит в кафе с Wi-Fi. Да, вот так вот. Только, пожалуйста, WebGBY стандарт хотя бы STT-20. Мне надо набрать капитал на инди-играх или на официальной работе. Короче, вот ты тянешь кота за это самое. За медальки-то боевые. И тянешь все никак. Ну ты хоть чуть-чуть приступай, ну там хоть как-то надо начать. Хотя бы файл создай, вот типа My Engine. Вот хотя бы My Engine. Вот напиши просто, хотя бы файлик создай. И вот уже будет начало. Мне нужен свой движок, ибо Урина явно не подходит для песочницы галактического масштаба. Межгалактического. Че сразу одна галактика? Бери несколько. Что за фигня? Дэн Двайракла, тогда подпишусь в хабе и кину лайк. Эх, Магнус, знал бы ты, как работает с ДВГ. Ну вот, видишь, без понятия. Нет, никаких нескольких галактик. Человеческая жизнь не предназначена для такого. Так а что тебе, если у тебя написан код в игре для одной галактики, что тебе мешает просто создать две галактики? То есть ты должен, у тебя такой код должен быть, что ты можешь миллионы галактик создать. Ну типа, а в чем проблема?
Инквизитор, спасибо, учту. Но это то же самое сказать, что вот я сейчас создал для 2 игроков, чтобы это не будет работать для 3 игроков, а это будет работать для 3 игроков. Мне там одну циферку поменять, и все. Ну, понятно, расставить на карте надо в данном случае, но смысл в том, что мне же не надо все переписывать. Вот та же самая история. Ты создал для одной галактики, бац, чуть-чуть дописал кода, вот тебе 2 галактики. А где будет хранилище для гигипетотерапевтов созранок? Что такое созранок? Что это такое? А в итоге и в релиз не уйдет, это так у меня чаще всего. Ну, это классика. Сохранок. А, сохранок. Да каких сохранок? Ты не понял, как надо делать эти самые. Тебе не надо сохранять все твои планеты и прочее. Тебе не надо их физически сохранять в плане этого самого. Тебе надо их перегенерировать постоянно. То есть ты пишешь просто формулу. То есть у тебя есть набор твоих там камушков всяких, деревьев и прочего. Ты пишешь формулу, по которой они генерятся. Человек, когда прилетает на планету, она для него генерится. То есть, а в формулу залетает ее местоположение этой планеты, в какой она там галактике находится, в какой она системе находится, какой сейчас там, ну, сейчас не, это самое, она же должна быть одинаковой, поэтому в какой она там системе находится, по какой порядку и прочего. Сохраняй сид. Да, вот это вот фигня, и у тебя просто сохраняется формула, это есть. И чувак прилетает, она бац по формуле восстановилась. И все. И тебе не надо сохранять вот эту вот все терабайты бесполезных данных. Ты что, гонишь, что ли? Так. Что мы сейчас тестим? А я обновление не завез. А меня сбили. А он сейчас не обновляет эти коинсы, но зато тратит. Но Раз, после два. генерации планета Чё и больше должна не тратит? сохраняться. Или каждый раз она должна заново генериться? Ну, она каждый раз будет генериться у тебя. Оп-оп-оп, пропустили одного. Но после генерации планета и должна сохраняться, или каждый раз она будет. Она каждый раз, когда к ней кто-то прилетает, она у тебя генерится. Она у тебя создается, и все. Зачем тебе ее постоянно сохранять? Тогда у тебя будет постоянно просто... Ты представляешь, что такое сохранить для каждой планеты? Вот это все вот. Она у тебя сгенерилась. Там чувак побегал. Потом Как чак ты... в майне. Ну, типа того, да. А, как чак, он же там сохраняется именно. Не-не-не-не-не, не надо ничего сохранять. Вы что, гоните, что ли? Если ты хочешь делать, чтобы она там не восстанавливалась, а именно изменялась, то ты все равно это тоже в формулу вбиваешь. То есть, условно, если чувак поставил какую-нибудь штучку тебе, ты же не сохраняешь эту штучку. То есть тебе не надо ее дублировать, эти самые, как Представь, его. построил игрок базу, раскопал карьер, улетел на денек, а все пропало. Так она не Он будет не пропадать. сохраняется. Он не сохраняется? В смысле? А, я понял, о чем ты. Все, да. Но вообще он сохраняется. Ты когда новый чанк входишь, он именно сохраняется у тебя. Чинки в майне сохраняются. Да, Потом вот там даже сохранки весят майнер гигабайты. подтверждает это. Смотри, у тебя игрок поставил камень. Ну, точнее, ладно, не камень, поставил столб. У тебя же есть в базе информация об этом столбе, что это такое, правильно? Он у тебя единственный. Ты всего лишь сохраняешь, что к вот этому вот этой вот формуле, вот этой вот планете, по вот этим координатам нужно к этой формуле добавляется всего лишь вот эта вот запись маленькая. Маленькая запись добавляется. Все, она добавилась. Тебе не надо ее, ну как, там сколько запись, сколько она будет весить? Там пару байт? Или сколько Но в там? майне разве не так, как ты говоришь? Не-не-не-не-не, в мане там именно что сохраняется. Я просто видос там смотрел, там чувак бежит вперед до конца края. И у него уже разросся, короче, майн. Он по этим разрез, ну, он весит больше. Там как раз таки именно что, когда ты открываешь новый этот, он его генерит, но он его тебе сохраняет, чтобы когда ты вернулся туда, он точно такой же был. То есть там именно он сохраняет. А я этому Дендераклу как раз таки говорю, как это. Тут возьми No Man's Sky, она бесконечная. Она вот буквально то, что ты хочешь сделать, это в No Man's Sky сделано. Но она весит там 20 гигов, по-моему. Она ничего тебе не грузит. То есть ты можешь играть в оффлайне. У тебя миллионы планет, они в оффлайне. Но при этом ты когда прилетаешь туда, она не разрастается. У тебя деревья стоят на тех же местах, если где игрока стояли. взорвал атомную бомбу в ядре планеты, это точно потянет на несколько гигам, а может и терабайтов.
Какой в атомной проблеме? Так сама игра, если на нее сохранить. Так в том-то и прикол, что она не разрастается. Понимаешь, в чем прикол? Так сама игра весит, а не ее сохранки. Ты открываешь дальше планеты, 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 но они не разрастаются в терабайты. У тебя Ну, то есть, если ты просто открыл планету, там ничего не поставил, у тебя просто записывается информация, что ты открыл эту планету, все. Ну, там, потому что там записывается, кто именно открыл планету, там, и все. Вот эта вот информация записывается, все. То, что она у тебя открыта, и чтобы она потом у тебя на галактической карте была помечена, что она открыта. Если ты там что-то поставил, А у планеты будут усы. не знаю, это у Дендракла надо спросить. Ты вот эту вот фишку поставил, если поставил какой-нибудь столб, условно, ты же записал, что по этой локации находится вот этот вот ассет. Все. Атомная бомба вызовет критические изменения по всей планете. Изменится магнитное поле, Ну куча так, птиц погибнут, активируются вулканы и так далее. ну так это ты изменяешь у себя всего лишь в формуле, изменяешь. Формуле, то есть ты записываешь, бомбочку взорвали или нет, true или false. Если true, то другая формула просто применяется. Алло. Тебе не понадобятся терабайты данных. Если ты, конечно, собираешься все вот это вот сохранять, просто физически именно, брать и сохранять, тогда да, это проблема. Но это мертвая история. Так, я хочу обновление заюзать к этому всему. Где у нас обновления здесь будут? Вот он просто устанавливает. Значит, инициализация нужна. Инициализация. Get lifetime. Ты думаешь, что на это хватит 128-битного сида, как в майне? Ты даже не представляешь, как это работает. Я думаю, да, хватит. А почему-с? Почему не блюпринты? Потому что блюпринт это ужас. Ужасный ужас. Ну, если вкратце. Я сидел на блюпринтах, но мало возможностей. 128. Смотри. У тебя игра пусть даже будет в 2 раза масштабнее, в 3 раза масштабнее No Man's Sky. No Man's Sky сейчас это пипец какая масштабная игра. Blueprint и Call в плане оптимизации. Там реально, вот если взять, все люди будут каждую секунду открывать по одной планете, каждую секунду все люди планеты, нашей планеты, сядут в No Man's Sky и будут открывать по одной планете, им понадобится что-то там, по-моему, 100 лет, если они каждую секунду будут открывать. А у тебя так не получится. И то, и так, если каждую новую будут открывать и не залетать на старую, тот, кто другой человек открыл. Вот при таких условиях там около 100 лет тебе понадобится. Если ты вот такую вот хотя бы просто по планетам сделаешь, что у тебя вот как они сделали. У них, кстати, свой движок. Если что. У тебя вот игра будет занимать вот 20-30 гигов, и она не будет разрастаться. Если ты свое еще добавишь, ну у тебя максимум до 100 гигов вырастет игра твоя. И почему-то мне кажется, что если у них получилось все это в сид засунуть, то и у тебя должно тоже получиться. Если ты, конечно, не будешь вот это вот страдать фигней с сохранениями и прочим. Тебе надо смотреть в сторону генерации и перегенерации. То есть вот этих формул, когда ты просто загоняешь формулу, и оно генерит все это заново. Просто если у тебя формула не меняется, и игрок прилетает на ту же планету, то вот он перегенерирует все это. Но некоторые планеты типа газовых гигантов точно можно сделать статичными, не сохраняющимися. Ну, как минимум, да. Но... это я не про планеты сказал, около 100 лет. Это я про системы сказал. В системах еще там по нескольку планет. Это я про системы только сказал, солнечные. Ха-ха. Около 100 лет каждому, вот если все сядут. Точно. У каждой там от 3, там от 2, по-моему, до 7, что-то такое планет. Я планирую не масштаб большой делать, а детализацию процесса индустриализации. Но я же тебе объясняю, что все в формулы тебе надо смотреть. При таких масштабах нужно смотреть по формулам, чтобы было все, а не по этому. Coins, подожди. Вот здесь вот, когда payment, а я не посмотрел, надо посмотреть. Я не посмотрел, а надо посмотреть. Сейчас он запустит его. Оптимизация для слабаков. Это да. Можно да, будет да. летать на газовый гигант, чтобы добывать из него водород.
Но это как ты уже сделаешь. Так, оп. Так, но он нифига не обновил его. Подожди, блин, это он на сервере не обновил. Тяжело. Давай заново. Но мне здесь интересно, подожди. Один. Почитай про Франдом стрим, как работает, какие принципы лежат в основе работы, что вообще такое детерминированная генерация и прочее. Еще было бы круто делать не кольца применил Дайсона вокруг нифига. звезд, но это будет пипец лагать. Так это не будет лагать. У тебя один объект. Один объект большой. Все. С один объект, который большой по этому самому, по Z и X, Y, Z. Все, у тебя один объект кольцо Дайса. Тебе же не надо. Слушай, ты такое ощущение, что ты просто хочешь, я не знаю, чуть ли не взять. Да хоть 128 потоковый проц взять, все равно тяжело будет. Такое ощущение, что этот самый, как его, ты хочешь чуть ли не взять и каждую молекулу сделать отдельным У актором него будет условно. лагать. Это ты думаешь, что-то будет один большой объект, а это нарушит погружение. Вот ты смотри, геймдев это не про быть, это про казаться. Тебе нужно сделать ощущение, что это несколько объектов, а на самом деле это будет один объект. Тебе надо не быть, а казаться. Понимаешь, в чем прикол? Потому что если ты будешь пытаться быть, то у тебя ничего не получится. У тебя и действительно 128 ядерного на 256 потоков не хватит. Понимаешь, в чем прикол? Ничего тебе не хватит, никаких ресурсов. Нет, плеер. Подожди, он апдейт coins. Он апдейт coins вот здесь вот должен произойти, но я не уверен. И... Лан, я это кольцо Дайсона еще Гений, лет 20 не миллиардер, реализую, плейбой, сейчас филантроп. рано об этом думать. 20 сейчас рано, ну, вот. Так, ну монетки мы уже долго делаем. Это успех, я считаю. 10 монеток, а тут 0. Ну тут обновились. 5, 5. Все работает, хорошо. Да-да-да. 1. Давай, работай. 4. 5. Не, нифига не обновляет. Тут опять понеслась вот эта вот фигня, что он нифига не обновляет у клиента. Почему он здесь обновляет у клиента, здесь не обновляет у клиента? Мне сейчас когда больно. Что происходит? Clear data. Почему здесь, когда репликация идет, вот эта вся фигня, он ее обновил? Обновил. И все окей. А там он ее не это самое. Он не обновил. Что это такое? Что это такое? Стоимость башни. Ну это понятно. Все это понятно. Ничего не понятно. Недавно смотрел биографию Джона Кармака. Он выиграл конкурс на ракетостроение от НАСА и сказал, что это намного проще геймдева. Прикольно. Чё, как дела твои? Чё, как дела? Да нормально, вот с монетками играемся. Только что-то они не играются нифига. О, 5-0. Подожди, было 5-0 только что. То есть при установке он его сделал. 5. 0.
Да, он то есть сделал. Но он при старте нифига не сделал. Почему он при старте ничего не сделал? Почему он не установил, что там 10? Что это, 3 из 3 получается, да, на раку? Или это уже 4-й, я уже не помню. А че не спрашиваешь у Киёнка, как его бассейн? Так он его уже заполнил. Что спрашивать? Что человека дрочить этим самым? Не мы тем же. КД, киет. 3,3. Бассейн наполняется. Set player data. Вот он должен обновить его. Он обновляет на сервере, но он не обновляет на этом. Потому что этот у нас работает через этот, а этот... Скоро ничего не- можно будет стопы помочить. Скоро все, пойдем купаться. Да не, стопы мочить пойдем. Вопрос, почему? А? Стою на асфальте. Я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут. То ли я. Ничего не понимаю. Я не догоняю. То есть вот он сработал здесь сработал. И сработал обновление, когда мы устанавливаем его. Но при старте он не сработал. Почему? 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 Так. Set player data. Вот у нас запускается это, когда он пост-логин уже залогинится. Player state. Или нет? Данные-то все правильно получил. Diver and enemy. Всё, давай чисто ради эксперимента вот этот вот вызовем просто-напросто. Что можем мы в других этих делать? А так картошечку жарю с шашлыком. Ну вот это ты, конечно, да. Вот это вот ты, конечно, ну ты завидно ведь. Чё? Ничего не помогло. Я не понимаю, почему. 1,4 урона голодом. Если вдруг. Я наконец-то прошел второй АКБГ-3. Нифига себе, а я так и не допрошел его. Грац. Там говорят, третий больше, чем первый, второй. Спустя 180 часов. 108, жесть.
Да я сейчас на переходной доке между вторым и третьим. Там еще переходная какая-то есть. Ну, я помню, в этом была, между первым и вторым, там была мелочевка такая. Там как раз-таки вот эта вот богиня их, Эльгиель, или как ее там, вот это вот их, ее развалить пытался. Ну, бред сделали, конечно. Ты приходишь к этим ребятам, они такие, мол, к тебе снисходительно так общаются, мне так не понравилось, я им дал звездюлей и убил их. Прилетают еще, типа, какие-то там лейтенанты, условно. Я и им дал люлей. Прилетают какие-то генералы, еще более сверхние такие, типа, со мной общаются. Я им дал людей. Прилетает там супер главный. Какой-то, главное, это все происходит в одном месте. Прилетает еще там супер там какой-то генералиссимус, пердалиссимус какой-то. Тоже там, да я, ты там челядь, там туда-сюда. Я ему дал люлей. Появляется богиня какая-то там. Там преклонись. Я говорю, нет, ты что, офигел? Да, я офигел. Говорю, давай драться. А вы проиграли, вас убили. В смысле? А драться будем, нет? Что за фигня, разработчики? Разработчики как бы выбор без выбора. То есть ты либо соглашаешься с ней, то есть и преклоняешь колено, либо как бы game over у тебя, все, у тебя вариант, ну как бы все, как бы выбор без выбора. И вот это меня расстроило там. Как вам история? Резко ворвался, да, с историей про БГ? Третью. Что мы с этим будем делать? Да, тоже согласен. Я готов был проиграть, но в бою. Ты тоже это, в этой ситуации попал? От этого лича. А что там за лич? Или ты про вторую уже главу? Потому что я то, что между первой и второй главой там есть этот... Ну, которая Ваалакит. Ой, слова какие-то страшные. Типа бог гитов. Ну да, вот эта богиня там какая-то. Но я, короче, я их... Уф, как люблю. Мне не нравится, как они со мной разговаривают. Я без понятия. Это лич. Это лич, ну окей, все. Так, что мы делать будем? Я не... Я... Это лжебогиня. Лжебогиня. Спойлеры пошли, спойлеры. Спойлеры какие пошли. Я сейчас что-то сделаю, но я прошу не осуждать. Я Это не попрошу не спойлеры, осуждать. это лор. Это лор. Спойлеры, потому что я лор не знаю. Попрошу не осуждать. Сейчас будет сделано что-то, от чего кому-то может стать плохо. Brother, what's that? Так надо. What's that, brother? Так надо, так надо, так надо. Так. Ну, теперь оно и там не работает, подожди. Год. No, God! No, God, please, no! 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 Сейчас все будет. Подожди. Сейчас все будет. Не переживай. Ничего не будет. Ничего не будет. Потому что изменений никаких не было, да? Хорошо. Ой. Так,
шикарно. Смотрим и не осуждаем. Все. Я не сохранил, да, походу. Я не сохранил его. Ну, фу, я сохранил обратно. Но оно не работает. Не работает все равно. Может, я не сохранил, действительно. А поч не просто? Но можно плюс-плюс и минус-минус делать, да. Но там суть не в том, что плюс-плюс или минус-минус. Там суть в том, что это я порнографией страдаю. Я не... У меня 0 идей, почему оно не работает. У нас тоже варвар-дипломат. Я сделал чародея на харизму, но мои роллы. Крич дипломатией занимается у нас варвар через запугивание, и это работает в 80 случаев. А в других 80 помогает пинок в лицо. И это что? Делать чародея, круто. Слушай, а если мы сделаем вот этот set player... А, он и так тут. Set player data. Вар, дипломат, чё? Варвар, дипломат. Reliable. Я сейчас А вообще насчет на рандоме богини? что-то По творю. двору это вообще архилич, который хочет стать богом и поэтому сосет души у гитов. Ты мне спойлеры разводишь. Чем ты это делаешь? Это вообще не относится к сюжету БГ-3. Это типа что тогда? Ну, сейчас скажешь лор. Это просто лор. Ну окей, хорошо, прощаем. Я без понятия, что сейчас произойдет. Да нихера, ну, примерно нихера не произойдет. И это я знаю из-за того, что являюсь гейммастером. Гейммастер это хорошо. А что не работает? Фоном слушал. Да я не пойму, почему не происходит апдейт на клиенте и старте. Ну, то есть у нас есть... Я не работаю. У нас есть вот этот вот и вот этот вот должен обновиться. Ну, то есть он обновляет и там, когда мы вызываем Tower Payment, то есть когда мы ставим что-то, он обновляет и там, когда враг умирает, все правильно, но при старте он его ничего не обновляет. Вот. Хотя, если я правильно понял, то вот эта фигня должна срабатывать всегда, когда мы, типа, что-то делаем. То есть что-то изменяем. Хотя мы там изменяли, ничего не было. Понимаю, вот это вот забивает. То есть можно вот так вот сделать. Вот. То же самое. Но на клиенте он не обновляет информацию виджета. Есть еще вероятность, что виджета просто еще нету. Виджета еще нет на момент выполнения. То есть я сейчас себе мозг выношу, а виджет еще не подсоединился. То есть на этот момент виджета нет. Давайте проверим эту фигню. Давайте через таймер сделаем. Get world.
Таймер, менеджер. Ну, для теста. Таймер. Давайте даже вот так вот сделаем, чтобы точно прям он успел именно. Ну ладно, player дату мы можем и здесь назначить, это нам не столь важно. А нет, нам важно, нам это важно. Именно здесь его назначить. Значение получил именно здесь. Не работает обновление коинов при старте игры. Ну да, у клиента. Но я же говорю, вероятнее всего, мы же так по делегату действуем. Скорее всего, виджет еще не привязался на этот момент к делегату. То есть на момент вызова вот этого бродкаста, когда у нас происходит инициализация, то есть set player data, вероятнее всего у нас просто виджета еще нету. Он не привязал к делегату, соответственно, ну а что? Что ему обновлять? И, соответственно, обновление не происходит. Вот. Поэтому мы сейчас вот этим таймером проверим, так ли это или нифига подобного. Все, я-то думал, что-то там неправильно как-то репликации, шмипикации, но... Да, вот, да, 10 обновил. Да, все верно. У нас виджет еще не существует. В этом прикол. У нас виджет еще не существует. В этом прикол. Хорошо, а что делать? Ну, кроме вот этого вот. Кроме вот этого вот. Вот этого вот. Что делать, кроме вот этого вот? А? Ага. Ага. Потому что оставлять через этот тупняк. Отправляй бродкаст после создания виджета. Там дело не в бродкасте, он на клиент не будет работать без этого. О, все, Дендеракл минус. Все. У тебя же виджет, как сказать, установка данных вот этих, она происходит... В смысле, этот код уже был. Этот код был уже. Ты В смысле уже минус? узнал. Это 4-й код. Код. Да, это все враки. Это все враки. Короче, этот самый, как его... Сейчас совет из разряда вот этот создавай виджет, это как если вы бездомный, купите себе дом. Вот это что-то из этой оперы. Ща как дам тебе. Не было его. Не было, ну хорошо, все, верим. 4 из 4 тогда. Ну, короче, вот этот вот виджет, это из той оперы. Бродкаст, именно бродкаст сам по себе, он не может быть... короче, он не может быть вызван... Он не стригерит ему именно сам бродкаст. Его стригерит то, что мы назначили именно. Вот это вот параш его стригерит. Не бродкаст его триггерит. Странно, понимаю, но вот так вот. Был кусачий кот, черный кот, который уводил взгляд вправо, кот статичный, пялящийся в вебку и этот. Статично. Ну, хорошо. Кусачий кот был. Что значит кусачий кот?
который грызет именно вот этот кусачий код. Что за кусачий код? Черный код гениально. Который уводит взгляд вправо. Который одеяло кусал. Вот тот кусачий кот. А что за черный кот тогда? Который уводил взгляд вправо. Куда вправо? У вас вот это вот вправо, да? Вот сюда вот вправо у вас. Это вот часть вправо, да? Но это на самом деле лево у меня. Так. Ну такой, который сначала давай. сбоку смотрел, а потом технично уводился вправо. Ну, давай еще одного, давай еще одного. Блин, как это сделать? Понятно, что самое правильное это сделать от виджета, но тут проблема есть, что у тебя назначение данных player state будут зависеть от того, инициализирован виджет или нет. Что-то как-то... Это что-то как-то сильно. Поэтому немножко иначе будем делать сейчас. Ибо он-то знает, что такое player state. Подожди. В смысле? Это разве не 10 из 10? Не, никаких 10 из 10. Вот сейчас. Этот точно был. Этот был. Но я не помню, когда. 5 из 5. Там Дракл сейчас будет сам считать. Он сам все сейчас посчитает. Он уже 15 из 15 у него скажет. Смотри, что мы делаем. Где у нас виджеты? Coins виджет, он же знает, что такое main PS. И вот тут в инициализации своей он это сделает. То есть вот он привязался к этому самому. И он должен будет просто взять вот эту вот player data, coins и запустить update coins. Все, что это я затупил. Ну, наверное, тут пиздайс. Вот это, конечно, не классный. Вот это мне, наверное, Это пятый в этом трое. Пятый в этом трое. Хорошо, верим. Main PS. Смотри, что мы делаем. Main PS. PS, да? Get player data. Get player data. .coins. Update. Пиздай с названием моей игры. Классное название. Вообще. Coins. Это шутка была или нет? Или это серьезно? Вот так вот мы сделаем, поняли? Когда нам не надо делать апдейт на этом main PS, вот этом вообще ничего не надо делать, кроме как просто назначить данные. Вот оно решение. Представляете, как все просто оказывается. Абсолютно серьезно, ты еще не видел PIS, Death Indie игрушку. Еще не видел. А это у вас это клуб какой-то, да, чтобы название специально подобрать под те самые слова заветные. А ну-ка, а где у меня здесь этот... вот он. PIS. Ну, эту я вижу игру. Там вторая часть, кстати, еще есть. А у тебя как там? DC, да? DC. В Steam ее нету, да? В Steam ее нету. Ну ладно. У меня еще не вышло. А что там будет, что там? Что за игрушка? Чё почем?
Ау. Почему он не работает? Теперь у этого не работает. Это мне нравится. Туда-сюда просто сидишь целый час, туда-сюда гоняешь, просто рандомные какие-то эти. А чё, у клиента не создается, что ли, он? Или как это работает? Ну вот он, update coins. Давай, хорошо, поехали. Ну, ты залетаешь. В чем прикол у тебя? Все есть. Давай F11. Добро пожаловать, это мультипайер. Это что значит? А, мультиплеер, наверное, написано. Coins 0. Вы поняли, в чем прикол? То есть до этого у нас первым инициализировался этот самый, как его, а теперь у нас наоборот, еще те данные не инициализированы, и поэтому там 0. Поэтому там 0, он-то обновил ее, но там еще данные не инициализированы. А они не инициализированы они потому, что еще не загрузился второй плеер. А виджет уже создался. Мультиплеерный хоррор от 1 до 4 игроков. Недалекое постсоветское будущее. Апокалипсис. Игроки работают на детективное агентство Peace Dice, собираются в рейды, находят улики. Несколько локаций. На каждой локе процедурно генерируемый подземный советский бункер, АТМ-мутанты, улики, лут и так далее. Прокачиваешь базу, статы, копишь деньги, улучшаешь всякое. Мировая таблица лидеров по найденным уликам. Короче, Little Company, да? Ну, наподобие. Или типа того. И это соло. Так не, человек сказал же, от 1 до 4 игроков. Короче, что делаем? Что делаем? Я проделал. А, делали соло человек. Да, кстати, Солянова делаешь. Ага, я начал этот проект как раз когда была популярна леталка, но он затянулся, делаю 80 в соло. О, круто. А 20% это как? Ну, типа, что там? Левел дизайн какой-нибудь, да, там всякие иконочки, эффектики, вот это вот фигня. Или наоборот, это ты дизайн. Ну, классно, с целый стрим монетки добавляли, ну, это успех, я считаю. Я думаю, это успех. Это успех, это да. Это успешный успех. О! Вот, надо обязательно. Все мое. Помогали, делали один монстра и собирали интерьеры 3-4 комнаты бункера, и сорока. Нифига себе. Мощно, мощно. Так, все, мы башенки поставили. Короче, надо теперь увеличивать. Короче, надо респ как-то делать, чтобы он увеличивался со временем. Скорость мопцов как-то быстрее, что ли, шла. Что это, ну?
Все надспавнивал какое-то количество мобов раз там в 0 какую-то секунду. Бам-бам-бам-бам. Увеличивались вот эти параметры. То есть частота спавна и количество мобов. У Надо меня было, короче, мини-тизер волны есть создать. в шортсах и ссылка на телеграм-канал с новостями разработки, но тизер сделанный на быструю руку, и уже не актуальный в визуале практически полностью. Круто. Ну, ты можешь этот, как его, в телеге на тизеров, в телеге, в Дискорде на этот, на тизер скинуть, посмотрим, что там. Так. Ну и базу надо добавлять, хп базе. хп база, короче, респ этих ребят. И разные башенки, чтобы строить. Можно было разные стихии уже сделать их. Вот это вот в следующий раз делаем. Ну, мы сейчас заканчиваем. Вот эту вот историю делаем. Коинсы у нас есть уже. И они будут как раз таки из башенок брать. Что там за башенки? Вот эту вот историю. А ну-ка, дай-ка я еще под этот шлифую. Коинс, я хочу ему дать паддинг, хочу дать паддинг. Ну да, всё нормально. Дай 2 пикселя. И слева 4 хочу. Справа тоже 4 хочу. Я понимаю, что там почти не видно. О, да, отлично, все, теперь отлично. Coins 10. Быстренько, раз, два. Раз, два. Все есть. Ну, а что делать с этим? Скажите мне, пожалуйста. С сеткой. Я пока без понятия, что делать. Пока без понятия. То есть, то, что у меня сейчас, это подстраивать. Плюс вот эта навигация, она как ее соберет. Это прям что-то дикое подстраивание пиксельно. Что, куда и как. Мне не нравится. Либо башни Благодаря сделать работе больше. у меня сильный навык верстки в Unreal, поэтому проблем вообще нет. В основном проблемы в том, что проект начинался на блюпринтах и очень больно сейчас перегонять в плюс и все. Ну да, вот видишь, блюпринты зло. Блюпринты это зло. Слушайте, либо мы можем башенкам просто поднять этот, как его, поднять не по 50 сделать, а по 100. Изначально, в принципе, и хотел. По 100 сделать, просто они больше будут. И тогда они идеально влезут в этот. Идеально влезут, короче. Но это опять подгоняло. Короче, надо что-то с сеткой думать. Думать, делать. Надо что-то придумать. Потому что... Ну что, это бред. Там за 10 баксов можешь купить подписку. За тебя все прога в плюсы перегонит. Ты представляешь, что такое прога в плюс перегонит? Непонятный нейминг. Непонятно, правильно ли она перегонит это все дело. Непонятно, что, куда, где находится. Представляешь, это просто чужой код у тебя. Просто вот так вот. Бам! Это жесть. Весь нейминг уйдет. Ну ладно, хорошо. Тут я это самое. Но У это меня просто 100 чужой код. авторов. Какой автоперевод в плюсы? 100 плюс акторов. Мне кажется, где-то ты что-то не так сделал, если у тебя 100 акторов. Где-то что-то с наследованием была беда. Кто-то что-то повторял очень много всего. Ладно. Короче. План мы поставили. Наверное, да, увеличим просто количество этих, как его... Ну, вы поняли, короче. Увеличим в 2 раза. Посмотрим, как будет. Интересно, а ГПТ можно перевести в плюсы? Там за нады суются в буфер обмена в виде понятных символов. Но имеется в виду все, включая унаследованное. Все равно как-то много. Нет? Ну да ладно. Короче, в общем, план мы наметили. Завтра посмотрим. Если не будет, то не будет, я напишу. Если будет стрим, то будет стрим. Очень легко и просто. Сегодня мы добавили монетки.
за 4,5 часа. Ну ладно, мы час первый там тестами занимались. Выяснили, что каст на класс быстрее, чем каст на интерфейс. В 1,5-2,5 раза. Там колеблется. Разница вот так вот. То есть каст на класс быстрее, чем на интерфейс. Такая вот история. Сейчас мы где-то тестами этими занимались, там плюс-минус, разными. А потом монетки добавляли. Но добавили зато монетки. Теперь монетки есть. И это хорошо. Что ж, на этом все. На этом все. А завтра выяснишь, что статик каст вообще не забирает ресурсы в рантайме. Но статик каст ты должен четко знать, Пока-пока. что у тебя именно этот класс там. То есть понятно, что ты можешь, да, это использовать, если ты четко знаешь, что сделать дополнительную условно проверку. Короче, ладно, все. Всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал на Discord и не только. Ссылка в описании. И всем пока.